interlinked with culture. Язык является важной составляющей культуры. Dietary habits. Диета, то есть меню тех или иных людей. The various ceremonies, rituals. Различные ритуалы. It encompasses the whole gamut of human activities. То есть культура покрывает всю сферу жизнедеятельности человека. Culture is very the culture that we grow up in, or the culture that we live in, very deeply affects the way we think and act. Культура, в которой рождается и растет человек, очень сильно оказывает очень большое влияние на его образ мысли, на его поступки. And culture itself, the culture of a people, is also much influenced by the underlying worldview of that people. И культура также влияет на мировоззрение человека. How we behave towards others is much influenced. Our whole behavior, our whole attitude of life, our whole goal of life is much influenced by the culture that surrounds us. То есть культура, в которой мы растем, оказывает влияние на наше мировоззрение, мировосприятие, на цель нашей жизни и так далее, отношение к другим людям. And we can see that in the way that different people react to different situations. Это можно видеть, как представители различных культур относятся, реагируют на те или иные события. And their attitudes. На их отношение к жизни. For instance, in the Western world, to have mechanized slaughterhouses is considered by most people to be a sign of progress. Например, на Западе скотобойни, высокомеханизированные скотобойни считаются признаком прогресса. And in the Western world, it's the term sacred cow is like it's almost like a joke. И если западный человек слышит такое выражение, как корова, священное животное, это просто вызывает у него улыбку. I remember when I was very young, about 8 years old, I saw an advertisement. Я помню в детстве, когда мне было лет 8, я увидел рекламу. In a newspaper, which in England. В газете, эта реклама была в газете. Which denigrated the Indian or the Hindu culture. В которой просто высмеивалась ведическая или индийская культура. It said that it was a charity. It was a famous charity called Oxfam. В Англии есть известная ярмарка, которая называется Oxfam. It's a combination of Oxford and famine. Oxfam. So it said that our charity, where they were advertising that you should give us money because our charity doesn't only feed hungry people. То есть благотворительная организация, которая называлась Oxfam, и реклама этой организации гласила, что вы должны нам делать пожертвования, поскольку мы кормим не только людей, but we are educating people. Но мы даем им мы не только кормим людей, мы даем им образование, to come to a better level of understanding. Чтобы возвысить их на более высокий уровень понимания. And it showed a photograph of a man who was starving in Bihar, northern India. И там была фотография, на которой был изображен человек, индиец, житель штата Бихар в Индии, который голодал. At that time there was a lot of propaganda that there were many people starving in Bihar and a lot of money was raised for them. В то время как раз в Бихаре, в индийский штат, был голод, сильный голод, и собирались очень много пожертвований для того, чтобы помочь этим голодающим. Although some years later when I went to Bihar and I asked them about the famine at that time, they said, "What famine? There was no famine." Хотя через несколько лет, когда я приехал в Бихар и стал интересоваться этим голодом, то люди говорили, что никакого голода на самом деле и не было. So anyway, they showed a photograph of a man who was very thin and he was purportedly starving to death and he was standing next to a cow. Там как раз на этой фотографии был изображен такой очень худощавый,
который якобы страдал от голода и уже был на пороге смерти, и он находился рядом с коровой. Рядом с ним стояла корова. And I don't exactly remember the wording, of course, but it stated that this man is so stupid that he's dying of starvation, but he won't kill the cow. И под фотографией была надпись: этот человек настолько глуп, что хотя сам он умирает от голода, у него не поднимется рука убить эту корову. Whereas in the Western culture, the Hindu wouldn't kill the cow for food, not even if he needed it. То есть индусы не станут убивать корову, даже если будут умирать с голода. Whereas when the Western man went to America, there were so many bison, which is some kind of species of cattle, which is now extinct because the Western man used to kill them just for sport. Но в Америке, was in the article? No, this is where we've gone away from the advertisement now. Но западный человек убивал, так сказать, бизонов, которые также являются разновидностью быка или коровы, просто ради забавы, ради развлечения в Северной Америке. This is a very stark example of the contrast between two cultures. Это красноречивый пример контраста двух культур. One in which violence is unnecessary violence is totally eschewed. Given up. То есть в первом случае в ведической культуре насилие осуждается и как бы полностью отсутствует. And another one in which needless violence is resorted to for so-called fun. А в другом случае, в случае другой западной культуры, это насилие возведено в ранг забавы, развлечения. And it also gives us a little insight into why we should be very interested in following the Vedic culture rather than the Western culture. Этот пример должен помочь нам понять, почему мы должны следовать именно ведической культуре, а не западной культуре. Because the Vedic culture is based on the worldview or the understanding of the Vedic literature. Потому что в основе ведической культуры лежит философия вед, священных писаний. Can you say that again? They just disconnected the speaker for some. Я повторю, поскольку в основе ведической культуры лежит in which the members of the Vedic culture understand that human life is meant for elevation. Последователи ведической культуры понимают, что человеческая жизнь предназначена для Ultimately, that is meant for elevation to Krishna. в сознании. But even those who are not devotees within Vedic culture, there are also karmis, gyanis and yogis. They all understand that we have to act according to the Vedic literatures. Но даже если последователь ведической культуры не является преданным вайшнавом, он может быть кармик, гьяни или йогом, он все равно понимает необходимость следования ведическим писаниям. And everyone understands that there is a law of karma. И каждый последователь ведической культуры понимает, что существует закон кармы. And that we have to act in this life to be elevated in the next life. Поэтому человек должен действовать таким образом, чтобы возвыситься в следующем рождении. And that everything we do, down to the tiniest detail, that will bring a reaction in future, either positive or negative. И все, что мы делаем, каждый наш поступок будет иметь последствия в будущем. And therefore there are many rules and regulations within the Vedic literatures to govern every aspect of human life. Поэтому ведические писания предлагают целый комплекс указаний и наставлений о том, как должен вести себя человек. The way we dress, как он должен одеваться, the way we behave with others according to their status, как он должен общаться с другими людьми в соответствии с их положением. How a junior behaves towards a senior, how a senior behaves towards a junior. То есть как младший должен относиться к старшим, как старший относится к младшим. How to understand who is junior and senior. И it's not necessarily only age, there are many factors. И каковы критерии старшинства и почему, то есть критерием является не только возраст. There are factors such as learning, especially the brahmanas are very learned,
so they are always to be respected. Принимается во внимание критерии образованности. Например, образованные браманы всегда занимают вышестоящее положение. Then the roles of men and women, husbands and wives, the different roles they have to play. Также какое место, какое положение занимают мужчина и женщина, какую роль они играют. Vedic culture is based on Vedic knowledge, and Vedic knowledge is vast. Ведическая культура основана на ведическом знании, а ведическое знание очень обширно. Therefore, we find even many sub-rules, such as the direction one should sleep with one's head towards at night. И поэтому указания, которые мы находим в ведических писаниях, могут быть очень подробными, и вплоть до того, в каком направлении должен лежать человек во время сна. What kind of food should be eaten at what time of the day? Какую пищу человек должен вкушать в то или иное время суток? And according to one's physical condition, what kinds of food are best for the individual person? И какая пища подходит для того или иного человека в соответствии с его конституцией? So all these rules, and there are many, many of them, they all help to keep the body and mind healthy. Все эти многочисленные правила и предписания помогают поддерживать в должной форме тело и ум человека. And guide each human being so that he can make the best use of this valuable human form of life. И эти наставления руководят жизнью каждого человека. Таким образом, человек должным образом использует человеческую форму жизни. Now, modern Western civilization has got a completely different outlook. Однако в основе современной западной цивилизации лежит абсолютно иное мировоззрение, мировосприятие. The tendency is towards liberalism. Существует сильная тенденция к либерализму. This is quite opposite to the Vedic culture, in which there are many rules. Это полностью противоречит ведической культуре, которая предусматривает различные ограничения и правила. So rules and liberty, they are at odds with each other. Правила, они как бы не сочетаются со свободами, с либеральностью. The overwhelming worldview, either explicitly stated or implicitly understood, is that we should simply enjoy life without any restriction. В современном мире господствующее мировосприятие, мировоззрение заключается в том, что мы просто должны наслаждаться этой жизнью, насколько это возможно. If it feels good, do it. Если нам приятно, если вам приятно, вы должны это делать. This may sound like a profound philosophical statement, but actually it's the worldview of a dog or a cat. Это может выглядеть как какая-то философия, доктрина какой-то философии, но на самом деле это мировосприятие кошек и собак. A dog, his actions are based on the understanding, if it feels good, do it. Поскольку собака именно так и действует. Если ей это нравится, она это делает. Without any consideration of future consequences. Она не принимает в расчет дальнейшие последствия этого действия. So this modern Western worldview is based on atheism. В основе современного мировосприятия лежит атеизм. With the idea that after all, everything has come into being by chance. Люди думают, что все появилось, весь этот мир появился по воле случая, случайно. There is no soul, there is no such thing as spiritual life. Не существует ни души, ни духовной жизни. When the body is finished, everything is finished. Когда материальное тело погибает, всему приходит конец. And therefore, it doesn't matter what we do. И поэтому не важно, что мы делаем. There is no one to answer to. There is no supreme controller. There is no karma. Поскольку нет ни верховного повелителя, ни кармы. And therefore, we can cheat, we can steal, and we can lie and do whatever we like. Поэтому мы можем обманывать, убивать и так далее. Делать то, что нам заблагорассудится. The most important thing is how we should simply control our senses. Но на самом деле очень важно научиться контролировать свои чувства. And of course, in modern society, there are also laws. В современном мире также есть какие-то правила и предписания, Which restricts people from just going out and killing other human beings for fun. эти правила ограничивают
поведение человека. То есть человек не может просто выйти и начать убивать себе подобных. And there is an extremely vague sense of right and wrong. И есть какое-то общее, совершенно туманное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. But this is simply to regulate human society so that people can live in some kind of mutual cooperation for the sake of mutual sense gratification. Но цель этих правил предписаний позволить людям совместно заниматься чувственными наслаждениями. And this is reflected in the values of modern society. И это отражается в ценностях, которые существуют в современном мире. That a person is considered very successful if they have all opportunities for sense gratification. То есть успешным считают такого человека, который имеет все возможности для чувственных наслаждений. This was being discussed in the class this morning. Об этом как раз сегодня утром Бхакти Махарадж рассказывал в лекции. If there is someone who is very powerful, he is considered a very great person. Если человек обладает каким-то могуществом, его считают великим человеком. That means either politically powerful, someone like Mr. Putin or Mr. Bush. Это может быть, то есть человек может обладать каким-то политическим влиянием или весом, как господин Путин или господин Буш. Or physically powerful. If a man has a big, strong body, he's considered, that's a good guy. Или человек может обладать физической силой, иметь крепкое телосложение, и тогда все будут считать его молодцом. Or if a woman has a very beautiful body, that is considered a very great qualification. Также очень, так сказать, высокой квалификацией является для женщины является внешняя красота. That is always there in human society, even in Vedic culture, but И все эти принципы также присутствуют, безусловно, и в ведической культуре. But especially among those who are more cultured and more learned, more importance is given to those who are akinchana gochara, those who have no interest in anything material. Но наиболее образованные и сведущие люди понимают, что более высокое положение занимают акинчана гочара. Akinchana, simply akinchana. Krishna is akinchana gochara. Sorry, I made the mistake. You simply repeated it. Акинчана, то есть те люди, которые не имеют вот этих вот материальных каких-то достояний. In Vedic culture, those who are actually brahmanas, those who are detached from sense gratification, who are simply cultivating spiritual values, they are most respected. В ведической культуре наиболее высоким почетом пользуются браманы, люди, которые посвятили свою жизнь духовности и которые не имеют каких-то особых материальных достояний и владений. Now, we understand that, especially in this Kali Yuga, simply following all the rules of Vedic life in itself cannot give us Krishna consciousness. Мы понимаем, тем не менее, что сейчас в Кали-югу простое следование всем ведическим правилам и предписаниям не приведет человека к сознанию Кришны. Харе Nama, Харе Nama, Харе Nama eva kevalam kalo nascheva 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 gatiranyata. I presume you all know the translation of this. Я думаю, что вы все знаете перевод этого текста. So if we follow all the rules and regulations of Vedic life, but we don't chant Hare Krishna, then we can't attain Krishna. Даже если мы будем следовать всем правилам, предписаниям Вед, но при этом не будем повторять Харе Кришна, то мы не достигнем Кришны. So the most important thing is to develop Krishna consciousness by chanting Hare Krishna. Поэтому самое важное для нас это развивать сознание Кришны, повторяя его святое имя. Nevertheless, Srila Prabhupada, who brought this culture of Krishna consciousness to the West, he also brought the Vedic culture. Тем не менее, Шрила Прабхупада, та личность, которая принесла сознание Кришны на Запад, принес также вместе с сознанием Кришны и ведическую культуру. Or at least many facets of it. Или, по крайней мере, многие составляющие этой культуры. Culture means the way of life of a people. Культура — это образ жизни людей. And the way of life of devotees in the Western countries is significantly different
to that of most of the rest of the population. И образ жизни западных преданных отличается от образа жизни обычных людей, живущих на Западе. So much so that people who are newly becoming devotees, or sometimes even people who have been devotees for some years, they sometimes feel uncomfortable about not being normal. Отличается в такой степени, что иногда преданные новички или преданные, которые уже практикуют сознание Кришны какое-то время, они чувствуют себя как-то неловко в отношениях с этими людьми. It is not normal for people in the Western countries to rise by 4 o'clock in the morning. Потому что для большинства людей на Западе считается ненормальным вставать рано утром в 4 утра. Although some people may do it if they have a job, just like they work in the post office or in a bakery or something, but to rise early in the morning for religious purposes is considered rather extreme. И хотя некоторые могут вставать рано утром, работники там почты или пекарни, но вставать рано утром, преследуя какую-то религиозную или духовную цель, это считается ненормальным. Sometimes Jai Shri Shri Gaunitai, Shri Shri Gaunitai, Jagannath Subhadra Baladev, and Giri Govardhan Ki Jai. Sometimes people in the Western countries become disturbed when they see that people from their own culture are dressing in a different way. Иногда западных людей немного раздражает, когда они видят своих собратьев, которые одеваются по-иному, совершенно по-иному. They are professing faith in a religion different to that or native to the country in which they are born. И исповедуют религию и культуру, которая не является родной в их стране. They have a different diet. И питаются они совершенно по-другому. One of the things which people often get very upset about is when they see devotees bowing down to their guru or to the deities. И что сильнее всего расстраивает этих людей или раздражает, это то, когда они видят, как преданные кланяются гуру или божествам. Because in the Western culture there's the idea of democracy, everyone is equal. Поскольку на Западе царит демократия, то есть всеобщее равенство. You shouldn't prostrate yourself or surrender yourself to anyone. Считается, что человек не должен ни перед кем склоняться, кланяться. So, in so many ways, the Krishna conscious way of life is diametrically opposed to that of the Western way of life. Во многих отношениях образ жизни в сознании Кришны отличается от западного образа жизни. Because the goals of Krishna consciousness and the goals of modern materialistic society are opposite. Дело в том, что цели в сознании Кришны и цели западных, то есть обычных материалистов отличаются. The Vedic culture is meant for elevation, and the modern materialistic civilization is meant for degradation. Цель ведической культуры — возвысить человека, а западная культура, так называемая, она просто ведет к деградации. So there must be a difference. Поэтому разница есть. Sometimes we hear devotees saying that, well, we should act more normally, and then people would accept us better. Иногда некоторые преданные говорят, нам нужно приблизиться, так сказать, к нормальным людям, быть более нормальными, и тогда сознание Кришны будут лучше принимать. Now, Prabhupada said, when he was asked about this, Prabhupada said, well, you can become Krishna conscious in a suit and tie. You can. You can. Когда Шриле Прабхупаде сказали об этом, он сказал, да, человек может обрести сознание Кришны, если на нем костюм и галстук. But at the same time, he wanted the devotees to be, he wanted this, that devotees be seen in dhotis and saris. Но в то же самое время Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные носили вайшнавскую одежду. And especially tilak, he very much emphasized. Чтобы они ставили тилак, он очень часто это подчеркивал. When devotees first asked about doing book distribution in Western clothes, Prabhupada said, yes, they can do it in suit and tie. И когда преданные спросили Прабхупаду, можно ли им распространять книги в западной одежде, он сказал, да, можно в костюме с галстуком. You may note that he didn't say in jeans and t-shirts.
Но заметьте при этом, что он не сказал, что они могут делать это в джинсах и майках or shorts. или шортах. But Prabhupada said that they must have tilak and a shaved head. Но Прабхупада настаивал на том, чтобы преданные имели бритую голову и тилаку. So Prabhupada wanted to introduce this Vedic culture. Так Прабхупада хотел, чтобы люди приняли ведическую культуру. And he even spoke of cultural revolution. Он даже использовал такой термин, как культурная революция. He said that this period would go down in history. Прабхупада говорил, что этот период войдет в анналы истории. How the Krishna conscious movement saved the Western world in its darkest hour. Как сознание Кришны спасло человечество, так сказать, в его темный час, самое темное время. By introducing this cultural revolution of Krishna consciousness. То есть вот эта культурная революция сознания Кришны. So, although one may become Krishna conscious in a suit and tie, in general, the practices of Vedic culture, they are more conducive for Krishna conscious than those of the Western culture, or the Western way of life. И хотя даже человек, так сказать, одетый в костюм и при галстуке, может обрести сознание Кришны, но если человек будет следовать ведическим правилам, предписаниям, то он будет более успешно продвигаться по этому пути. The whole Vedic way of life is very conducive for developing Krishna consciousness. Вообще, сам по себе ведический образ жизни наиболее подходит для того, чтобы продвигаться в сознании Кришны. And therefore, the more we develop this Vedic culture, the more it will help us to live together with a devotional mood. И чем больше мы будем следовать ведической культуре, тем больше преданности, правильного умонастроения у нас будет в сознании Кришны. And to act in ways that are pleasing to Krishna. И будем действовать так, чтобы доставлять, то есть наши действия будут доставлять Кришне удовольствие. Because after all, Krishna himself lives in the Vedic culture. В конце концов, сам Кришна следует ведической культуре. Krishna doesn't dress in jeans and a t-shirt. Кришна ведь не носит ни джинсы, ни футболки. Nor a suit and tie, for that matter. И даже костюм не носит с галстуком. Krishna upholds the Vedic culture of protecting cows. И Кришна следует ведическим принципам, он защищает коров. Krishna rises very early in the morning. Он встает рано утром. Krishna respects his parents. Он почитает своих родителей. Krishna acted as an ideal householder, following all the rules and regulations of Vedic life. И следует всем правилам, предписаниям, регламентирующим семейную жизнь. So, actually, if we want to please Krishna, we have to know how to interact with him and behave with him in such a manner that is pleasing to him. И если мы хотим доставить ему удовольствие, мы должны знать, как это сделать. And this is training for entering the spiritual world. И это подготовка, как бы необходимая подготовка для того, чтобы вернуться в духовный мир. So following or introducing the Vedic culture helps us to become Krishna conscious, and it helps us to develop even in the beginning stages of Krishna conscious, and eventually prepares us to enter the spiritual world. Следование ведической культуре помогает нам прогрессировать в сознании Кришны и подготавливает нас к возвращению в духовный мир. So definitely devotees are different to what we may say ordinary people. Конечно, преданные, безусловно, отличаются от так называемых обычных людей. So that, although sometimes in the modern ISKCON it said we should try and make it less different, we should try and be more normal according to the norms of modern society, I'm going to present the other side, that we vive la différence. We should let the difference live. И хотя некоторые преданные полагают, что мы должны приблизиться в своем образе жизни, в своих привычках, мы должны приблизиться к так называемым обыкновенным людям, вот, я попытаюсь обосновать свое мнение, обратное этому. The difference is good. То есть это мнение отличается, и это отличие... The difference is beneficial for us. То есть эта разница, она благотворна для нас. It is good that we dress differently. Для нас благо,
то, что мы одеваемся по-иному. That gives an immediate signal that to others that we are Krishna devotees. Поскольку наша одежда сразу же дает человеку понять, что перед ним преданный. That helps us to identify and helps others to identify us with a different culture, a different value system. Это помогает и нам, и другим людям понять, что мы принадлежим к другой культуре, и мы разделяем другие ценности. That yes, we are different, and we have chosen to be different because your society stinks. Да, мы отличаемся от вас, и мы намеренно делаем это, мы хотим этого, потому что ваше общество воняет. Once Prabhupada said this. Однажды Прабхупада так и сказал. In America, one journalist, or I can't remember, some journalist, or was it a Christian priest, or someone came to see Prabhupada. Я не помню, кто-то в Америке, то ли это журналист, то ли какой-то христианский священник беседовал с Прабхупадой. And he was criticizing, you see your disciples, they dress differently and they don't look normal. И вот он жаловался, так сказать, Прабхупаде. Вот посмотрите на этих молодых людей, во что они одеваются, как они ведут себя. То есть их поведение отличается от поведения обыкновенного человека. Prabhupada said, my disciples are like diamonds in your filthy society. И Прабхупада сказал, мои ученики — это бриллианты в вашем загнивающем обществе. And the man was upset and he got up and left. И этот человек, он очень сильно расстроился и просто ушел. So we don't necessarily have to be aggressive with everyone we meet. I'm not advocating that. Конечно, although there's sometimes a need for that also. Это не означает, что мы должны грубо и агрессивно относиться к людям, которым мы проповедуем, хотя и это иногда хорошо. But that there is a difference in devotees' lives and that of other people's is clear. Но очевидно то, что жизнь преданного, его образ жизни отличается от образа жизни обычных людей. There is a reason for that. И тому есть причины. It is based on the choice we have made how to lead our lives. Поскольку преданный, он сделал свой выбор, каким образом он живет. We have a different aim of life to that of the modern civilized man, so-called civilized man. Поскольку цель жизни преданного отличается от цели жизни называемых цивилизованных людей. Although some of them may speak some philosophy. Хотя некоторые из этих людей могут ссылаться на какую-то философию. And some may speak of humanism and altruism and ethics and morality and so on. Говорить об альтруизме, гуманизме, этике, морали и так далее. Or some may even speak of religion. Кто-то из них даже может исповедовать какие-то религиозные принципы. But ultimately their way of life is eat, sleep, drink, be merry and enjoy, for tomorrow we shall all be dead. Но в конечном счете вся их жизнь сводится к тому, чтобы есть, спать, гулять, веселиться сегодня, пока не наступила смерть. So devotees are different. И преданные отличаются от таких людей. And there's no need to be ashamed, rather we should be proud that we're so fortunate to have come into this Brahma-Madhva Gauriya Vaishnava Sampradaya. И нам не нужно стесняться, мы должны гордиться тем, что состоим в Брахма-Мадхва Гаудия Вайшнава Сампрадае. We should understand clearly that the way of life in the Western society is not at all conducive for our ultimate well-being. Мы должны отдавать себе отчет в том, что современный образ жизни абсолютно не подходит для духовного развития и не принесет нам никакого блага. And rather that everything about it is simply killing the soul. Наоборот, этот образ жизни губит душу. Their educational system, вся эта система образования, their TV, телевидение, Satan in the home. Это сатана в доме. So we shouldn't adopt or we shouldn't compromise our way of life to that of the Western world. И мы не должны идти на компромисс с этими ценностями современного западного общества. We should adopt the values of the Vedic culture. Мы должны принять, начать следовать ценностям ведической культуры. Understand that Prabhupada wrote and spoke about this so much not simply as a kind of anthropological oddity, but rather because he wanted his followers to adopt this for their own benefit.
И мы должны понять, что Шрила Прабхупада рассказывал о ведической культуре не о какой-то антропологической диковине. Он хотел, чтобы его последователи приняли эти принципы, и они принесут им благо. So we should learn what the practices and usages of that Vedic culture are. Поэтому мы должны понять, в чем заключаются эти правила и предписания ведической культуры. Adopt that in our lives, both individually and as a social group. Мы должны следовать этим правилам, предписаниям, как индивидуально, так и коллективно. And actually, this Vedic culture is so much conducive to spiritual realization that persons who act according to that, they become very elevated. Ведическая культура настолько благотворна, благоприятна для духовного продвижения, что каждый, кто следует ей, продвигается и получает это благо. So Srila Prabhupada wanted to introduce this way of life as a cultural revolution. Итак, Прабхупада хотел, чтобы произошла эта культурная революция, чтобы люди приняли ведическую культуру. To show people that there is a far better way of life than this horrible mode of living that you are presently adopting. Шрила Прабхупада хотел показать людям, что существует иная, гораздо более возвышенная культура, чем этот ужасный, отвратительный современный образ жизни. We shouldn't be bewildered by this modern society. Мы не должны быть сбитыми, позволить себе быть сбитыми с толку современной цивилизации. That because they have so-called scientific advancement and skyscraper buildings and atomic bombs and all these kind of things, that they are advanced. Не должны думать, что это продвинутая цивилизация, потому что у нее есть небоскребы, атомные бомбы, высокие технологии и так далее. We should be very, very convinced that Krishna consciousness is the ultimate reality and the only thing worth pursuing. Мы должны отдавать себе отчет в том, что сознание Кришны — это единственная реальность и единственная достойная цель. And although we are living in the Western world, we should not simply merge into its demoniac lifestyle. И хотя сами мы живем на Западе, в Европе, мы не должны следовать этой демоничной западной культуре. So we should learn what the usages of the Vedic culture are. Итак, мы должны уяснить для себя, в чем заключаются правила ведической культуры. And adopt these in our lives as far as possible. И, насколько это возможно, следовать этим правилам в своей повседневной жизни. It is understood that it may not be possible to follow all the practices of Vedic culture in the modern Western world. Разумеется, следовать всем правилам, предписаниям ведической культуры в современном мире невозможно. But as much as we are able to do so, that much we will be benefited. Но в той степени, в которой мы будем следовать этим правилам, в той степени мы будем получать благо. If that is done in an intelligent manner, then that will help us very much to advance in Krishna consciousness. Если при этом мы будем использовать свой разум, то это очень сильно поможет нашему духовному прогрессу в сознании Кришны. So just this one point, that's a very obvious or literally visible aspect of Vedic culture, dress. И первый элемент, наиболее явный, очевидный элемент ведической культуры — это одежда. Now, of course, most devotees, they live and work in the secular world. They don't live in ashrams of ISKCON. Большинство преданных живут не в центрах ИСКОН, то есть не в храмах, а у себя дома и работают на какой-то работе. But notwithstanding, the more we adopt our Vaishnav dress, the more that will help us to identify ourselves as Vaishnavas. Но несмотря на это, чем больше мы будем носить вайшнавскую одежду, тем в большей степени это поможет нам ощутить себя вайшнавами. And certainly devotees who are living in ashrams, they should wear Vaishnav dress unless there's a compelling reason not to. По крайней мере, преданные, живущие в ашрамах, должны носить вайшнавскую одежду, за исключением каких-то исключительных случаев.
sometimes we see devotees, anytime they go outside the ashram, they put on calming clothes. It's not necessary. Иногда можно видеть, что преданные, живущие в ашраме, когда они выходят за его пределы, они одевают западную одежду. Но это совсем не обязательно делать. It's actually very good for preaching to wear Vaishnava dress as much as possible. На самом деле, носить вайшнавскую одежду очень благоприятно для проповеди. And maybe not so much in Lithuania because at the present time, because it's all these Baltic countries, because they're a little less cosmopolitan than other more so-called advanced societies of Western Europe and America. Возможно, то есть, может быть, это и нельзя сказать в отношении Литвы или других балтийских государств, поскольку в данный момент, на данном этапе, они, так сказать, не так космополитичны, как другие страны Запада или Америка. But in countries like England and America, there are devotees who live at home, and they nevertheless they wear at least tilak all the time, or they even some they go to their college in sari or something like this. Ну, в Англии, например, в Америке есть преданные, которые, хотя и живут дома, но постоянно носят тилаку или ходят на работу или на учебу в вайшнавской одежде. And if you start to do this here, then it will come to be accepted very soon. Если преданные начнут делать это и здесь, в этой стране, то со временем люди будут это принимать. Sometimes we think, well, if I go in Vaishnava dress, then no one will accept it. Иногда преданные думают, если я выйду на улицу в вайшнавской одежде, то никто это не воспримет. But if you never go in Vaishnava dress, then no one will ever accept it ever. Безусловно, in any time in the future either. Если вы не будете выходить в вайшнавской одежде, то никто действительно никогда это и не воспримет, потому что вы не будете носить ее, эту вайшнавскую одежду. If you do go in Vaishnava dress, in the beginning people may be surprised, but if you continue to do so, they'll respect you for your courage and determination. Конечно, если вы начнете ходить в вайшнавской одежде, это, может быть, вначале вызовет какое-то удивление у людей, но впоследствии, со временем, они начнут вас уважать за ваше мужество, за вашу решимость. And within a short time you'll find that will come to be accepted. И со временем даже начнут принимать ее. Even one devotee, I was just in Croatia, which is also a recently glasnosted out country, a recent recovery from communism, and one devotee there was telling me that she never ever wears any other dress but sari. Недавно я был в Хорватии, которая также недавно, то есть не так давно оправилась от коммунистического гнета. И одна преданная говорила мне, что она теперь ходит везде и всегда только в сари. And how everyone appreciates, especially other ladies. И другим людям, в особенности женщинам, это очень нравится, они поддерживают ее. They can appreciate that it's a much more dignified and actually beautiful dress than them walking around in their mini skirts and shorts and t-shirts and whatnot. Поскольку женщина, одетая в сари, выглядит более достойно и благородно, нежели женщина, одетая в джинсы и какую-то футболку. And recently an article came in Back to Godhead magazine in English, how one couple, they're both doctors in England, and they were ordered by the Guru Maharaj, Shivaram Maharaj, you always wear tilak. И недавно в журнале Back to Godhead в английском была статья, где рассказывалось о супружеской паре из Англии, врачей, учеников, они ученики Шиварама Махараджа, и их духовный учитель дал им наставление всегда носить тилаку. So they're doing that, and it's become well accepted. И они последуют этому наставлению, и постепенно люди начали их воспринимать, начали принимать эту тилаку. So that's also one kind of preaching. И это тоже своего рода проповедь. That when people see devotees in Vaishnava dress, they think of Krishna. Поскольку когда люди видят преданного в вайшнавской одежде, они вспоминают о Кришне. Or if they don't know what it is, they may ask you. Или если они не знают, что это такое, они могут вас спросить об этом. And then you'll get a chance to speak about Krishna. И тогда у вас появляется возможность проповедовать и говорить о Кришне. And even many of our devotees in the Western countries, they're going for book distribution in Vaishnava dress, and they're finding that
their results are as good, if not better, than in karmi dress. И некоторые преданные, распространяющие книги в западных странах, делающие это в вайшнавской одежде, говорят о том, что это никак не влияет на результаты или даже влияет в лучшую сторону, то есть результаты увеличиваются. I think in Italy they never did in karmi clothes practically, is it? В Италии, по-моему, очень редко. Just for a short time, yeah. Да, то есть совсем немного преданные распространяли книги в западной одежде. Distributing books in Italy for the last more years than we can remember. Трай Прабху очень много. And he doesn't even know what pants are. He probably put them on around the wrong way if you gave them to him. Очень много лет в Италии распространял книги и делал это в вайшнавской одежде. И если сейчас, то есть если ему дать брюки, он может одеть их задом наперед, поскольку не будет знать, как правильно их носить. I only wear karmi dress when I have to go to some Muslim country, like when I have to go through the borders of some country where if they see you in this dress, they might tell you, well, that's a nice plane you came on. It's so nice, you better go right back on it. Я тоже одеваю кармическую одежду только когда пересекаю границы какого-то мусульманского государства, исламского государства, где как бы это очень строго, и если появиться на границе в таком виде, в вайшнавской одежде, тебя могут отправить обратно на том же самолете, на котором ты прилетел. So I've been traveling in the Western countries in this dress only for so many years, and I don't find any bad response. I find very nice responses wherever I go. И много лет уже я приезжаю на Запад, проповедую в западных странах и всегда вот в этой вайшнавской одежде, и я считаю, что люди хорошо воспринимают, никаких проблем у меня никогда не было с этим. So there's a kind of myth propagated sometimes among devotees that you can't wear devotee dress, but actually it's just the opposite. Это просто какой-то миф, какие-то надуманные представления о том, что нельзя, преданный не должен носить вайшнавскую одежду. There may be a few drunken, crazy people, but they're the kind of people who would yell and scream at you even if you had karmi dress on. Ну, конечно, преданный может, так сказать, нарваться на каких-то пьяных людей вот, или озорников, но такие люди могут пристать к вам, даже если вы будете в обычной кармической одежде. But we find that among more cultured and especially among more cultured and intellectual people, they really appreciate what this dress stands for. Но образованные люди, культурные, интеллигентные, они, наоборот, с уважением, с почтением относятся к преданным, когда узнают, что означает их одежда. That they appreciate that there are people who have the courage to choose a different way of life based on higher values, spiritual values. Они ценят как раз преданных то, что находятся люди, которые как бы которые бросают вызов и которые ведут, которые имеют более возвышенные цели в своей жизни. So basically, we want to adopt this Vedic culture, or you can call it Indian culture. Итак, преданные должны принять ведическую культуру, или можем назвать ее индийской культурой. When we talk about Indian culture, we're not talking about Sai Baba. Когда мы говорим о индийской культуре, мы не имеем в виду Sai Babu. Or Hindi movies. Или индийские кинофильмы. You don't know what Hindi movies are. You're lucky. Вы счастливые люди, вы не знаете, что такое индийский кинематограф. Anyway, the point is that despite there being many non-Vedic and grossly material and foolish elements in modern Indian life, the traditional Indian culture is highly conducive for progress in Krishna consciousness. И хотя в индийской культуре сейчас появилось очень много разных глупостей и отклонений, тем не менее изначальная ведическая культура как нельзя лучше подходит для духовного самосовершенства. And although the Indian way of life is typically represented in the Western media and within the educational system as something very primitive and barbaric, actually it is highly elevated. И хотя на Западе, в странах Запада, индийский образ жизни, индийская культура считается какой-то примитивной, если даже не варварской,
Тем не менее, it is highly elevated. Тем не менее, это очень возвышенная культура. So that's my time up. I'd like to discuss this more in the next 2 days. В последующие дни, 2 дня, я Now продолжу говорить об этом. When we talk about culture, we're talking about the way of life of a society. Также, когда мы говорим о культуре, мы говорим о жизни не только отдельного человека, но и всего общества. So the practical building block or the basic unit of any society is the family unit. И, безусловно, основная, так сказать, ячейка общества – это семья. So tomorrow I'd like to speak about family values according to Vedic culture. И завтра я хотел бы как раз поговорить о семейной жизни, о ценностях семейной жизни, в ведической культуре. And the very strong need to implement them in ИСКОН today. И о том, каким образом они должны этим правилам, этим ценностям должны следовать преданные ИСКОНу сегодня. And on the third day I'll speak a little bit more, and then I'd like to take some, if there are questions about this. There may be many questions. И послезавтра я продолжу эту тему семейную, и также отвечу на ваши вопросы. Exactly how to follow all these things you may not be very much aware of. Возможно, вы многих вещей не знаете, многих правил, так сказать, и предписаний ведических вы не знаете. I'm attempting to compile some books giving some practical direction for devotees on how to implement all these different parts of Vedic culture within their lives. И в настоящее время я работаю над рядом книг, в которых как раз будут описываться вот эти правила и предписания так, как в той степени, в какой преданные должны им следовать. Sometimes we may think Vedic culture it's like something out of a fairy tale. It's got nothing to do with my present life and my day-to-day living. Некоторые могут подумать, ведическая культура это нечто настолько далекое, что оно никак не может быть связано с моей повседневной теперешней жизнью. But actually the Vedic literature gives relevant information for every person, every time and every circumstance. На самом деле ведические писания, они дают наставления для любого человека в любое время, при любых обстоятельствах, в любом положении. So exactly how to implement all these things in the modern world, which is so far away from the original Vedic culture, may appear to be a quandary. И Dilemma. И, безусловно, каким образом следовать ведическим правилам, предписаниям в современном мире, в современном обществе, может представлять какую-то трудность. So I'm trying to raise some consciousness or introduce the ideas about this by speaking about it and writing about it. Я как раз и хочу своими лекциями, вот этим семинаром и вот этими своими книгами возбудить интерес у преданных к этой теме. Gradually, I hope to bring out several books with some detailed guidelines on all these topics. И в ближайшее время, я надеюсь, вот как раз выйдет несколько книг, в которых обсуждаются эти темы. So far, I've published 2 books in this regard. Пока вот вышли в свет 2 книги. Namely, Brahmacharya and Krishna Consciousness. Это Брахмачарья в сознании Кришны. And glimpses of traditional Indian life, which gives an overview of how the whole Vedic culture works in practical day-to-day life. И взгляд на традиционную Индию вот в этой книге описывается, каким образом как раз все эти ведические правила и предписания им следуют в повседневной жизни. So this glimpses of traditional Indian life, which is available here in Russian, that shows how people traditionally lived in India. И в этой книге «Взгляд на традиционную Индию», которая переведена теперь уже на русский язык, опубликована на русском языке, описывается, как жили люди в Индии, как они следовали традиционной культуре. Very happily and very cooperatively. Там описывается, что они жили счастливой жизнью, сотрудничая друг с другом. Very civilized, high-class civilization based on God consciousness. Это была очень возвышенная цивилизация, в основе которой лежало стремление постичь Бога.
So we have copies of that available, and if you're interested in this subject, which I presume you are as you've come to this seminar, then I would request you to purchase that book. Итак, эта книга имеется в наличии, поэтому если у вас есть какой-то интерес к этому, а я думаю, что он имеется, поскольку вы пришли сюда, то вы можете приобрести эту книгу. And as my main service in Srila Prabhupada's service is writing books to expand on the themes that he taught, I'd also like to introduce some of the other books. И поскольку основным моим служением в Шриле Прабхупаде является написание книг, в которых объясняются те или иные аспекты его учения, я также хочу представить и другие книги, которые сейчас здесь имеются в наличии на русском языке. Да, на русском и на английском языке. So you can show this. Это You can say in Russian. Другая книга, вторая, это «Жизнь Расикананды» на русском языке. Еще одна книга. Слава Шриле Прабхупаде. Слава Шриле Прабхупаде. Первые шаги Кришне, книга для начинающих, практическое руководство. Вот это Слава Шриле Прабхупаде. Практическое руководство для начинающих — это первые шаги Кришне. И последняя книга, которая вышла в свет на русском языке, это «Воспоминания о Шриле Прабхупаде». Вот это первые шаги Кришне. Практическое руководство для начинающих в сознании Кришны. So anyone who wants to take these, and I have some books in English also. Да, и на английском языке есть 3 книги, это «Рамайна», «Мои воспоминания о Шриле», то есть «Воспоминания о Шриле Прабхупаде» и «Слава Шриле Прабхупаде». Эти книги есть на английском языке. So the books are available outside or here? Okay. So anyone who wants them, I guess, can come and take them. Поэтому желающие приобрести их, подходите. So that's seminar finished for today, and tomorrow we'll speak about family values according to Vedic culture. На этом мы закончим, и завтра мы будем говорить о ценностях семейной жизни, в ведической культуре. Харе Кришна.
jala jivana kalamaya bhajahu hari pada niti. Shavana kirtana smarana bandana pada sevana dasare. Shavana kirtana smarana bandana pada sevana dasare. Pujana sakhi jana atma nivedana govindada sabhila share. Pujana sakhi jana atma nivedana govindada sabhila share. Vajahurana Shinandanandana Abhaya Charanara Vindare. Vajahurana Shinandanandana Abhaya Charanara Vindare. Bhakti Vikasha Swami Prabhupade ki jai. ИСКОН Самстхавакачарья Шриле. Так, сегодня мы продолжим семинар по ведической культуре и будем говорить о ценностях семейной жизни. Грехастха ашрама. We'll have to deal with these topics in brief, as we only have 3 days to do. Поскольку у нас очень мало времени, всего 3 дня, всего 3 лекции, мы затронем эти темы лишь вкратце. Actually, these topics can be dealt with in great detail. На самом деле это очень обширная тема, на которой можно очень много говорить. And that's why I'm also writing books. Поэтому я также, кроме всего прочего, пишу книги. I wrote that Brahmachari book. It's a fairly small book. Я написал книгу Брахмачари в сознании Кришны. Это совсем небольшая книга. Oh, you're not sitting there for translation. Okay. Yeah, okay. I have maybe about 300 pages of notes in my computer, which have to be organized into a book on family life in Krishna consciousness, hopefully sometime before this body drops dead. И у меня уже собран материал объемом где-то около 300 страниц в компьютере, материалов для книги Грехастха ашрама в сознании Кришны. И надеюсь, что до того, как этому телу придет конец, я смогу опубликовать эту книгу. The Brahmachari book is a fairly simple book. Chant Hare Krishna and be happy. Брахмачарья в сознании Кришны очень простая и понятная книга, где говорится о том, что просто нужно повторять Харе Кришна и быть счастливым. In family life, it's the same motto: chant Hare Krishna and be happy. В семейной жизни, в принципе, действует тот же самый девиз: повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. But as any grihasta who formerly lived as a brahmachari will tell you, family life is more complicated than brahmachari life. Но любой грехастха скажет вам, что жизнь семейного человека гораздо более сложная, чем жизнь брахмачари. Vaikuntanath is spontaneously agreeing, even though he's living a simple life on a farm. Вайкунтханат Прабху кивает одобрительно головой, хотя сам он ведет простой образ жизни, поскольку живет на ферме. Of course, the brahmacharis might be thinking, what am I doing in this seminar? This is the wrong one for me.
Брамачари, которые здесь присутствуют, могут подумать, а что я вообще здесь делаю? Этот семинар не для меня. Well, we hope and pray for you that it is. Но мы надеемся, что то есть, эти брамачари так и останутся брамачарями, то есть этот семинар будет не для них. If you can stay brahmachari, that is the best position to aim at going back to Godhead without any extraneous difficulties. Это самое подходящее положение для того, кто хочет, для того, чьей единственной целью является возвращение обратно в духовный мир, это оставаться брахмачари, практиковать сознание Кришны в этом положении. But factually we see that most brahmacharis so far in our movement have become family men. Но мы также видим, что большинство брамачари нашего движения со временем становятся домохозяевами. It's not that you have to, as some people say that, well, you know, you have no hope. Не нужно думать, что каждый брамачари обречен на то, чтобы стать домохозяином. But most do, and even if you don't, brahmacharis, they're living in this world. Но так получается, что большинство брамачари становятся домохозяевами. Но даже если они не становятся, они живут в этом мире, общаются с людьми. And they have to preach. Им нужно проповедовать. And just in case you hadn't noticed, most of the people in this world are married. И если вы до сих пор не заметили, могу вам сообщить, что большинство людей в этом мире, они все-таки домохозяева. So we have to understand some of the problems and requirements. Even those who are in the renounced order of life should understand this, so that to be more effective and helpful in preaching to them. Поэтому даже люди, ведущие отреченный образ жизни, должны знать проблемы семейных людей для того, чтобы эффективно им проповедовать и помогать им. In the same way, may be asked why a sannyasi is addressing this topic at all. И может возникнуть вопрос, почему саньяси затрагивает вообще эту тему семейной жизни. But sannyasi is supposed to be the guru of all varnas and ashrams. Ну, на самом деле саньяси является духовным наставником для всех варн и всех ашрамов. And we find that even Narad Muni, who isn't officially a sannyasi but is a great brahmachari, he instructed Yudhishthira Maharaj on ideal family life. Но мы видим примеры, например, как Нарада Муни, который, хотя формально не является саньяси, является брамачари, но тем не менее он давал наставление домохозяину Махараджи Юдхиштире. This is in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. И эти наставления приводятся в 7-й песне Шримад Бхагаватам. And of course our own beloved Srila Prabhupada, although a sannyasi, gave so much direction to his married disciples. И наш возлюбленный духовный учитель Шрила Прабхупада также давал, будучи саньяси, давал много наставлений своим ученикам, домохозяевам. Generally a sannyasi may not do so. Обычно, конечно, саньяси не занимается этими вещами. In a traditional society there will be older, experienced grihastas and a whole culture set up so that sannyasis don't have to get involved in all these things. В традиционном обществе, в традиционной культуре существует такой институт старейшин, то есть старшие грихастхи, они заботятся о молодых, так сказать, помогают им решить их проблемы. Поэтому саньяси не вовлечены в эти семейные дела. But Srila Prabhupada, seeing that his disciples in the Western countries really had no idea how to live in grihastha ashram as opposed to Western idea of family life, Srila Prabhupada gave many instructions in this matter. Но поскольку Шрила Прабхупада видел, что его ученики и домохозяева понятия не имеют о том, как вести жизнь грихастхи, как находиться именно в грихастхи ашраме, который отличается от просто жизни семейного человека современного на Западе. Поэтому он и давал очень много наставлений, помогал своим ученикам, домохозяевам. Now, apart from this advice in Krishna-conscious family life being required for individuals who are in that ashram, и наставления относительно грихастха ашрама будут полезны не только тем, кто непосредственно находится, то есть ведет жизнь домохозяина. It's also an essential part of our preaching. Это также, эти наставления составляют важную и существенную часть, составляющую нашей проповеди. Probably far more important part of our preaching than most of the devotees in our movement realize.
На самом деле это очень существенно, очень важная составляющая нашей проповеди, и, может быть, даже многие преданные не понимают всей важности ее. We put a lot of emphasis on distributing Srila Prabhupada's books. Мы часто говорим о важности распространения книг Шрилы Прабхупады, Holding festivals and public harinams. о важности организации фестивалей и проведения харинам, Distributing prasadam. о важности распространения прасада. And all these important activities of reaching out to the public and giving them Krishna consciousness. И о важности разнообразных проектов, которые несут сознание Кришны в массы. Our ultimate aim in doing so is to bring people to Krishna consciousness and make the whole world Krishna conscious. Но в конечном счете цель нашей проповеди привести людей к сознанию Кришны и сделать так, чтобы все люди в этом мире приняли сознание Кришны. But obviously, people who get Prabhupada's books and attend our festivals and are impressed by that and want to inquire further. Люди, которые соприкасаются со знанием Кришны через книги Прабхупады, через фестивали, у них появляется интерес, и они начинают задавать вопросы. They will want to see practically how devotees live. Но помимо этого они хотят видеть, как живут преданные, как они живут повседневной жизнью на практике. That even if they are impressed by the philosophy or impressed by meeting individual devotees, they will want to see how devotees as a whole live. Такие люди могут быть вдохновлены философией или примерами каких-то конкретных преданных, но они хотят также видеть, как преданные живут в общем. What does Krishna consciousness actually do to a person? Что все-таки сознание Кришны делает с человеком, как оно изменяет его жизнь? Actually, this applies to our whole discussion of all the whole subject of Vaishnava culture. На самом деле это здесь затрагивается обширная тема ведической культуры. The devotees should be ideal persons. Смысл в том, что преданные должны вести себя идеальным образом, быть совершенными идеальными людьми. They should not be interested in mundane topics. Они не должны проявлять интерес к каким-то мирским темам, предметам. But should be very elevated in their behavior, as is befitting servants of the supreme pure absolute truth, Krishna. Они должны вести себя соответствующим образом, совершенным образом, так как подобает слугам чистейшей верховной личности Бога Кришны. So we're talking about developing Krishna conscious society and ultimately spreading Krishna consciousness more and more in the world. Мы говорим о том, что необходимо увеличивать общество преданных и сделать так, чтобы все больше и больше людей приходило к сознанию Кришны, и в конце концов все люди приняли сознание Кришны. The basic block or unit of society is the family unit. И так основная ячейка общества – это семья. So if people in general see that we as devotees can't even lead a moral, balanced, pure family life, then how are we going to convince them that we actually have something better to give the world? Если люди увидят, что преданные семейные люди, домохозяева, не могут вести чистую, простую жизнь, сбалансированную, следуя какой-то высокой морали и нравственности, то у них возникает вопрос, а что же на практике может дать сознание Кришны людям, всему миру? If husband and wife can't even live together peacefully, then people will think, then what is the meaning of this high-sounding philosophy? They will think it doesn't work. Если преданные муж с женой не могут ужиться вместе, то, и, так сказать, постоянно ругаются, то какой смысл в этой возвышенной философии? I don't know exactly what the situation is in the Baltic countries, but in general, in the Western countries, within ISKCON, the Grihastha ashram has not been a very successful ashram. Не знаю, как дела обстоят в странах Балтии, но на Западе, в западных странах, Грихастха ашрам нельзя назвать успешным ашрамом в ИСКОН. Although Srila Prabhupada was very much against divorce, as he must have been, because that is the Shastric standard. Поскольку, несмотря на то, что Шрила Прабхупада
резко выступал против разводов, поскольку это противоречит указаниям священных писаний. Divorce is practically rampant within our movement. Тем не менее, развод очень часто встречается, буквально процветает, даже в нашем движении. So much so that I'm told you'll find in devotees communities you'll find women with 4 children from 4 different devotee husbands. И до такой степени, что иногда в каких-то общинах можно найти преданную женщину, у которой там несколько детей, скажем, 4 детей, и каждый ребенок от отдельного мужа. So this is a travesty of our philosophy. Travesty. It means a defilement, a total opposite of what it should be. То есть это полностью противоречит нашей философии сознания Кришны. Now this is a clear indication of how our devotees, even though they've taken up the life of Krishna consciousness, they still remain very much influenced by the modern demoniac culture. Это признак того, что несмотря на возвышенную философию, преданные, которые приняли сознание Кришны, все еще продолжают придерживаться вот этого демонического западного менталитета и образа жизни. And we can definitely say that rampant divorce is a symptom of the demoniac culture. Безусловно, распространенные и многочисленные разводы – это красноречивый, так сказать, признак демонической цивилизации. On the other hand, we see that the great demons like Ravana, even though he kidnapped by force so many women, he kept them all as wives and he never divorced them. Но также можно видеть, что такой великий демон, как Равана, хотя он и украл очень много женщин, которые стали все его женами, тем не менее ни с одной из них он никогда не разводился. So in some ways this business of marriage, divorce, remarriage, this is subdemoniac. И поэтому такие вот разводы, то есть повторные замужества, повторные женитьбы многочисленные, это уровень гораздо более даже низкий, чем демонический уровень. And the effects of this unstable life are generations of children. Each generation is more degraded than the next. И в результате этого на свет появляются потомство, дети, которые очень сильно деградировали, и каждое последующее поколение еще в большей степени деградирует, чем предыдущее. So how this has all come about is very complex if we analyze from the sociological point of view. Если мы начнем анализировать какие-то социологические причины возникновения этой проблемы, нам очень трудно будет их выяснить. Again, it has its basis in this atheistic, demoniac worldview. Но первопричина – это демоническое, атеистическое или безбожное мировосприятие. That has come about especially due to the influence of Darwin, которое стало царить в мире вследствие научных трудов, научной деятельности Дарвина, whose theory is that life is simply a chance interaction of chemicals. Который говорил о том, что жизнь это следствие такого случайного сочетания химических элементов. Which means there is no need for any responsibility or duty or morality. А значит, нет никакого смысла ответственности в морали, в долге. Humanitarians, they may invent some reasons for responsibility and duty and morality, but there's no intrinsic, fundamental reason for these things if there is no life after death, if everything is simply a combination of chemicals. Гуманисты могут говорить о каких-то
о необходимости вот этой морали, долга, нравственности. Но на самом деле, если мы принимаем за основу то, что со смертью всему приходит конец, что после смерти нет жизни, то все это не имеет никакого смысла, все эти вещи. On the basis of Darwin's mad speculations, Freud developed his similarly insane speculations. И на основе вот этих вот совершенно безумных измышлений Дарвина Зигмунд Фрейд построил свои еще более безумные измышления. For instance, Freud made a psychoanthropological analysis of why people believe in God. Например, Зигмунд Фрейд провел так называемый психико-антропологический анализ, исследуя вопрос, почему люди верят в Бога. He said that previously the first men lived in small hunting packs. Он говорил, что в начале первобытные люди жили такими небольшими группками, и они занимались охотой. This is based on Darwinian theory that everything gradually evolved. То есть, опять же, в основе лежит теория Дарвина, теория эволюции Дарвина. So, according to Freud's speculation, actually, here's a small point for you. The Prabhupada several times told that when a class is going on, the deity's curtain open or closes, you don't bow down, just go on listening. Шрила Прабхупада говорил несколько раз, что если во время лекции открывается занавес, открываются божества, то кланяться не нужно. Нужно продолжать слушать лекцию. So anyway, Freud, he speculated that in these small hunting packs, there must have been one powerful man who dominated the group. И так Зигмунд Фрейд рассуждал следующим образом. В каждой этой группе охотников был бы быть некий предводитель, вождь, который обладал властью над остальными членами этой группы. Which means he dominated all the women as well as everyone else. То He was the supreme enjoyer of his hunting pack. То есть он господствовал не только над мужчинами, но и над женщинами. Все женщины тоже принадлежали ему. So his sons feared him. Его сыновья этого предводителя или вождя испытывали по отношению к нему страх. And from this impression which has remained in the primordial id, as he might call it, therefore people are afraid of God the Father. И поэтому вот в подсознании людей с тех незапамятных времен и отложился этот страх перед Богом Отцом. But this concept only fits the Christian idea of God the Father. Но на самом деле эти представления подходят только к доктринам христианства. The God the Father who you fear, because if you don't do what He says, He will beat you and push you into hell to burn forever. Поскольку только в христианстве присутствует эта доктрина о Боге Отце, который за невыполнение Его указаний обрекает душу на вечные муки в аду. So this is a bit of a digression from our topic, but it's interesting to see how foolish Freud's theories are. Мы немного отвлеклись, конечно, от темы, но это просто иллюстрирует то, насколько глупы и смехотворны теории Зигмунда Фрейда. When we consider how tremendously influential he has been in affecting the whole outlook of modern man. Но на самом деле мы должны понимать, что его воззрения оказали очень сильное влияние на мировосприятие всего человечества. I once saw a comment about him that even though all his theories have been proved to be incorrect, still his theories exert tremendous influence on modern society. Недавно, то есть однажды я в одной статье читал, что несмотря на то, что все эти теории оказались
неподкрепленными фактами, необоснованными, тем не менее они оказали очень сильное воздействие на человечество. Most people, of course, they don't study Darwin or Freud or any such thing beyond the cartoons and the football scores. Конечно, большинство людей не имеет никакого отношения, не проявляет никакого интереса ко всем этим теориям Дарвина или Зигмунда Фрейда, поскольку все их интересы как бы сводятся к каким-то комиксам и футболу. But they don't know how much they're influenced by the theories of these people. Но эти люди сами того не понимают, насколько теории этих ученых, так называемых, оказывают, какое сильное влияние они оказывают на них. Because Freud's one of his main theories was that all problems in the human psyche are caused by sexual repression. На самом деле, одна из основополагающих теорий Зигмунда Фрейда гласит, что все психологические проблемы, которые возникают у человека, вот, их причиной является подавление сексуального желания. And that if people would simply give up their sexual taboos, which traditional cultures have inculcated, then they will be happy. И Зигмунд Фрейд говорил, что если люди откажутся от всех своих религиозных табу, то есть запретов на вот эти вот, так сказать, свободные половые отношения, то тогда они избавятся от всех своих проблем. So this theory, which has become widely accepted, combined with other factors such as the invention of various kinds of contraceptives, gave rise to the sexual revolution. И вот эта теория, а также изобретение различных средств предотвращения беременности, искусственных средств предотвращения беременности, они и положили начало так называемой сексуальной революции, which took place in the Western world. I guess the epicenter of this tornado, was in the 1960s and 70s. И эта революция имела место на Западе, так сказать, эпицентр, то есть основной взрыв вот, произошел в 60-е, 70-е годы 20 века. In which previously in traditional societies all over the world, extramarital sex was considered sinful. Прежде, то есть до этого, во всех традиционных культурах половые отношения вне брака считались предосудительными. But in the post-Darwinist worldview, there is no such thing as sin, because there's no God, there's no right, there's no wrong. Но так сказать, последователи Дарвина и Фрейда они отвергли, поскольку сам Фрейд и Дарвин они отвергают вообще такое понятие, как грех. And although traditional societies put great stress on the marriage institution, and after the sexual revolution, such taboos are considered irrelevant or even harmful. И хотя в традиционном обществе очень большое значение уделялось институту брака, то со временем, так сказать, когда все эти табу отменились, отпали, то брак утратил свое значение. In traditional societies all over the world, free mixing of the sexes is strictly forbidden. В традиционных обществах, то есть обществах, где царит традиционная культура, мужчина и женщина не могут свободно общаться друг с другом. In modern society, such restrictions are considered old-fashioned. Харе Кришна. Но в современном обществе такие ограничения считаются, так сказать, вышедшими из моды, старомодными. Ridiculous. Such taboos are considered ridiculous. Такие запреты кажутся просто людям смехотворными. In traditional societies, this may be getting a little explicit, but we're talking about a not very pleasant subject. In traditional societies, masturbation is considered harmful. И, возможно, это не очень, так сказать, приятные темы, на которые приятно говорить,
Но в традиционном обществе мастурбация считается вредным и пагубным для человека. But in modern society they encourage, do it. Но It's good for you. Но в современном обществе она лишь поощряется. In traditional societies, marriage is a religious institution. В традиционном обществе брак – это как бы религиозный институт. People believe in God. Поскольку люди верят в Бога. And they come together as husband and wife for the sake of serving God or serving dharma. И мужчины и женщины начинают жить вместе, вести совместную жизнь для того, чтобы служить вместе Богу. Or serving dharma. Или дхарме, религии. But in modern society, many people, they don't even bother to get married. Но в современном обществе люди даже не хотят жениться. What is the need of getting married? Какой в этом смысл? The man and woman is living together, so what? What's the big thing? Ну, подумаешь, мужчина и женщина живут вместе, что дальше? We're living together, boyfriend and girlfriend, as long as we like, and when we don't like, then we'll split up. Парень с девушкой живут, пока, так сказать, они испытывают какое-то чувство по отношению друг к другу, но как только это чувство проходит, они расстаются. Or sometimes people get married as a kind of sentiment. Или иногда люди выходят, то есть вступают в брак под воздействием каких-то сентиментов. This idea of love has been actually love and romance. It's very imbalanced how it's been propagated all over the world. То есть люди вступают в брак под воздействием вот этих представлений о какой-то любви, романтике. На самом деле все эти представления слишком преувеличены. There are many novels which are elaborate versions of Cinderella. Есть очень много романов, так сказать, которые все написаны в духе сказки о Золушке. That a girl marries Prince Charming and they live happily ever after. Что бедная девочка выходит замуж за сказочного принца, и они начинают жить очень счастливо. So every young girl is thinking, where is this knight in shining armor who's going to ride into my life? И каждая девочка думает, где же этот доблестный рыцарь, закованный в доспехи, который прискачет на белом коне. And every man is waiting for Miss Universe to send him an email. И каждый мужчина ждет, когда мисс его университета пришлет ему письмо по электронной почте. In the Hindi movies, I don't generally watch them, but when you go into people's houses, or even on buses, you see them all the time. В индийских фильмах, которые... Just in case you think I'm addicted to seeing Hindi movies. Не подумайте, что я смотрю эти индийские фильмы. Просто иногда останавливаешься в домах людей, или даже когда едешь в автобусе, где показывают эти фильмы. So you see a young man meets a young girl, and all of a sudden they're transported to a beautiful valley with a lake, and there's an orchestra, and they start dancing. И в этих индийских фильмах очень часто можно видеть, как встречается юноша с девушкой, и тут же они оказываются в каком-то живописном месте, в какой-то долине, вот, и под аккомпанемент оркестра начинают танцевать. It's got nothing to do with real life. На самом деле это не имеет никакого отношения к реальной жизни, к реальности. Real life is if you get married or if you decide to live together without getting married. Реальность заключается в том, что если люди, мужчины и женщины, принимают решение жить вместе, there's no orchestra in your tiny little apartment. То никакого оркестра в их маленькой крохотной квартирке, естественно, не поместится. There's hard work to bring in money. И кроме того, нужно тяжело трудиться, чтобы зарабатывать деньги. There are dishes to be washed, taxes to be paid. Нужно мыть грязную посуду, платить налоги. Kids to be looked after. Присматривать за детьми. And so on. И так далее. So, although in realistic family life, love or affection between husband and wife is not totally discounted. Хотя, так сказать, в реальной семейной жизни
безусловно, существуют любовные отношения, проявление любви между мужем и женой. The real emphasis has to be on duty and responsibility. Основное значение придается долгу, обязанностям и ответственности. Because if after getting married, we think, it's been 2 years now and I've been working in the factory bringing money and not even one day did an orchestra come to my apartment. So what's the use? I think I'll get unmarried. Например, человек, который женился и 2 года прожил семейной жизнью, тяжело трудился, может подумать, я 2 года тяжело трудился, выполнял свои обязанности, зарабатывал деньги, и не было ни одного дня, чтобы появился как этот замечательный оркестр. I thought I loved my girlfriend or I thought I loved my husband. Я думал, что я люблю, так сказать, своего друга или свою подругу. We used to walk together in the moonlight. Раньше мы бродили вместе под луной. And whisper sweet nothings into each other's ears. И шептали друг другу что-то, нечто в ухо. And now, I come home and why didn't you wash the dishes? It's your turn. А сейчас, когда я прихожу домой, я слышу, почему не моешь за собой посуду? Это теперь твоя очередь мыть. So when the going gets rough, we may think, well, in my factory there's a sweet little girl working next to me. Maybe I should have married her instead. И тогда у этого человека закрадывается в его голове такая мысль. Вот у меня на работе есть такая привлекательная коллега. Что я на ней не женился? Зачем я женился на этой женщине? So then we might think, well, it's not too late. И тогда следующая мысль приходит. Все не так, еще не поздно исправить это положение. You go home and tell your wife that, well, let's be realistic. I made a mistake. I hate you. И тогда этот человек приходит домой и говорит своей жене: послушай, давай будем друг с другом откровенны. Ты знаешь, я совершил ошибку, и на самом деле я тебя просто ненавижу. There's a nice guy living in the next apartment. Why don't you marry him instead? Тут у нас сосед есть очень хороший. Почему бы тебе не выйти замуж за него? If there's no concept of duty or responsibility, then we'll think like that. Если у нас нет этого понятия о долге, об ответственности, то мы будем думать таким образом. What's the harm? I mean, you only live once. В конце концов, что в этом плохого? Ведь живем мы всего лишь раз. I have to be happy. И я должен быть счастливым. I don't like this wife. Мне не нравится эта жена. She doesn't make me happy. Она не доставляет мне никакого удовольствия. I should marry another one instead. Поэтому вместо нее я должен взять себе другую жену. Because the concept of happiness is that of sense gratification. Поскольку человек думает, что он сможет стать счастливым, занимаясь чувственными наслаждениями. As Prabhupada points out, and actually Shastra, 12th canto of Bhagavatam points out, Шрила Прабхупада и Священное Писание, 12-й песнь Бхагаватам говорит об этом. That dampatya abhiruchi hetu, that people get married simply on the basis of sexual attraction. Там говорится, что люди будут вступать в брак только под воздействием полового желания. So sex it's a material pleasure. Секс – это материальное удовольствие, It doesn't last. которое не продолжается долго. So what may seem to be very attractive after some time, you find it's not so much fun as I thought it would be. И то, что вначале может казаться привлекательным, спустя какое-то время уже человек теряет к этому вкус. Maybe I should try it with someone else. И человек начинает думать, надо мне попробовать заняться сексом с кем-то другим. Because we're only thinking of our own happiness, we don't care if we wreck the lives of other people. Поскольку каждый думает только о своем счастье, о своих наслаждениях, то ему наплевать на другого, на судьбу другого человека. So actually, married life without a sense of God consciousness is only animal life, as Prabhupada pointed out. И Прабхупада говорит об этом, что семейная жизнь без религии, без следования религиозным принципам, это жизнь животного. As there are two words in Sanskrit. There are many words for wife, actually, but two words I'm going to
В санскрите есть много слов, обозначающих жену. One is dharmapatni, that means religiously married wife. Одно из этих слов это дхармапатни, то есть это жена, женщина, которая состоит в религиозном браке. And another word is sahadharmini, or one who, together with the husband, practices religious principles. И другое слово, обозначающее жену, сахадхармини, то есть женщина, которая живет с мужчиной и практикует духовную жизнь вместе с ним. In other words, although, as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, married life is a kind of concession for sense gratification, that is not meant to be the whole and sole purpose, not by any means. И хотя Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что семейная жизнь это некая уступка для чувственных наслаждений, для того, чтобы заниматься чувственными наслаждениями, тем не менее, семейная жизнь это ни в коем случае не возможность для того, чтобы ими заниматься. But without a clear sense of God consciousness in the family, then it's like the animals. A male dog gets together with a female dog. That's all. Но если у людей не будет представления, то есть не будет сознания Бога, сознания Кришны, то их семейная жизнь будет просто жизнью животных, когда, так сказать, они встречают друг друга и начинают заниматься сексом. And when the sex attraction, if the marriage is only based on sex attraction, then when between two people the sex attraction decreases, then divorce. И поскольку, так сказать, люди вступают в брак исключительно под воздействием вот этого полового желания, то когда это желание уменьшается, угасает, они разводятся. Now, in the Western countries, they have many. The average Western person has a very bad opinion of Indian married life. Среднестатистический житель Запада очень плохо относится к браку, к институту брака в Индии. They think it is very wrong, the Indian traditional system, that people, a boy and a girl, that's what they're called before they're married, a boy and a girl meet each other the first time at their wedding. Западный человек никак не может понять, как это вообще допустимо, как можно поступать таким образом, что жених и невеста, то есть юноша и девушка, впервые встречаются друг с другом во время свадьбы. They think it's very wrong that someone should marry someone they don't know. How can you love them how can you marry someone you don't know and you don't love? Такие люди не понимают, как возможно, как они могут любить друг друга, если они никогда прежде даже не видели друг друга, как они смогут жить друг с другом. But as one man who I was discussing this with pointed out, he said that in our culture we get married and then we fall in love. We love each other. But in Western culture, they fall in love, they get married, they fall out of love and they get unmarried. Один человек, один индиец, с которым я обсуждал эту тему, он говорил, что в Индии принято сначала вступать в брак. Сначала, он говорит, мы вступаем в брак, а потом мы влюбляемся друг в друга. То есть, но на Западе сначала молодые люди влюбляются друг в друга, потом они вступают в брак, потом любовь проходит, и они разводятся. Divorce was formerly unknown in Indian society, and actually in Western society also, up until fairly recently. А в традиционном индийском обществе не было развода, и на самом деле в прошлом развода не было как такового даже и на Западе. Because the emphasis was on duty and responsibility within family life. Поскольку в основе семейной жизни лежали такие понятия, как долг, ответственность и обязанности. Yeah, this duty and responsibility. Обязанности и ответственность. Not simply sense gratification. А не просто чувственные наслаждения. And the marriages were very carefully arranged. И поэтому к браку относились очень серьезно. Брак был организованным событием. There was a lot of backup for the new, a lot of support for young married couples. Молодожены получали очень много поддержки со стороны окружающих.
And there were very clearly defined roles for husbands and fathers and mothers and wives. И у мужа, у мужчины, который становился мужем, и у женщины, которая становилась женой и матерью, были четко определенные роли, которые они играли в семье. Prabhupada explained that when a young girl reaches puberty, then she becomes very anxious to find out a husband. Шрила Прабхупада объяснял, что когда девочка достигает половой зрелости, она, так сказать, у нее появляется вот это вот сильное желание иметь мужа. And at that time, without being able to discriminate clearly what is the best choice for her, then she will tend to accept any man. И в этот момент, когда она еще не понимает, так сказать, кто может стать хорошим мужем и кого ей следует выбрать для совместной жизни, она, так сказать, может отдаться любому мужчине. Therefore, the traditional Indian system was that boys and girls would be married even before puberty. Поэтому в традиционном ведическом обществе или индийском обществе люди вступали в брак еще до того, как они достигали половой зрелости. They wouldn't live together until they were older, and that also under direction of the boy's parents. То есть они не жили вместе, не начинали жить вместе до тех пор, пока они не достигали половой зрелости, но даже достигнув ее, когда они начинали жить вместе, они жили, так сказать, под присмотром старших членов семьи. But that they had a life's partner fixed up, removed the anxiety from their mind. Но то, что у них уже с самого детства, с самого начала был определенный спутник жизни, это избавляло от всевозможных умственных беспокойств. And gave no scope for them to be unchaste, even mentally. И это избавляло их от, так сказать, от измены, от таких проблем, как измена, даже в уме. Now in the modern Western world, they say child marriage is very bad. В современном обществе принято считать, что такой вот детские браки – это нечто ужасное. То есть ужасно, когда в брак вступают дети. There are hundreds and thousands of young girls aged 13, 14 having children or having abortions, and that's considered normal. Но, тем не менее, в современном обществе есть тысячи, сотни тысяч девочек, девушек 13-14 лет, которые делают аборты, и это считается допустимым, приемлемым. But that they should get married, they just can't accommodate this. Но при этом эти люди не могут, просто это не укладывается в их голове, что вот эта же девочка, она может просто выйти замуж и быть матерью. So again, these are topics that Srila Prabhupada discussed in great depth actually. Шрила Прабхупада на самом деле очень подробно рассматривал все эти темы. Srila Prabhupada gave the philosophy of the absolute truth, and he also gave practical guidelines how to live in this world in such a way that we can be elevated and not degraded. Шрила Прабхупада дал нам не только философию, но и практические наставления, которые помогают нам жить таким образом, чтобы не деградировать, а совершенствоваться. And many of the things Prabhupada taught are so diametrically opposed to those ideas which are accepted in modern society that it's actually, we see it's a great test for many devotees to accept what Prabhupada said. И многие эти наставления так сильно противоречат, так сказать, устоявшимся нормам современного общества, что для преданных подчас не так-то просто, очень трудно им следовать этим наставлениям. And we see that many devotees are trying to be Krishna consciousness while maintaining the cultural concepts that they have imbibed since their birth through the schools, the TV, and associating with other demons previously to come into Krishna consciousness. Мы также видим, что преданные, они стараются развивать в себе сознание Кришны, одновременно с этим придерживаясь своих старых ценностей, которые они получили, учась в школе, смотря телевизор, общаясь со своими прошлыми друзьями, демонами. But it doesn't work. Western culture and Krishna consciousness, some kind of rapprochement can be made between the two, but actually intrinsically they are opposite to each other. Но сознание Кришны и западная культура
нужно понять, что это вещи несовместимые. The Western culture is meant for going to hell or making hell on earth. Поскольку западная культура просто ведет человека в ад, или скорее она помогает построить ему этот ад на земле. And the Vedic culture is meant for a very stratified society, a very controlled society in which people are guided to make progress on the path back to Godhead. Однако ведическая культура помогает людям построить очень организованное общество, которое в свою очередь помогает человеку продвигаться по направлению к Богу. So, although these things which Prabhupada was actually advocating, some of them may seem beyond our imagination at the present time. И в настоящий момент, возможно, некоторые даже наставления Прабхупады, то есть осуществить эти некоторые наставления Прабхупады, кажется нам чем-то невообразимым, немыслимым и невозможным. Although they can be instituted if we have the faith and the maturity to do so. Хотя, если у нас есть вера в эти наставления, и у нас есть определенная духовная зрелость, то, безусловно, мы можем следовать этим наставлениям. But at least some very basic principles of Krishna-conscious family life have to be adopted by our grihastas, otherwise they'll simply end up like normal cat and dog, Western, go-to-hell families. Но наши преданные грехастхи, тем не менее, должны следовать хотя бы каким-то минимальному набору этих наставлений, которые регламентируют, наставления Прабхупады, которые регламентируют жизнь в грехастха-ашраме, иначе они будут просто следовать этому западному обществу, обществу кошек и собак, которое ведет человека в ад. So I was saying that the book I have to write on family life in Krishna conscious is going to be a very big book because family life is very complicated. И you think? No, I mentioned that. Yeah. Я сказал о том, что книга, над которой я работаю, то есть «Грехастха ашрам сознание Кришны», это будет очень толстая книга, поскольку семейная жизнь очень сложна, в ней очень много проблем. So all the details will make it quite a big book. Все вот эти вот детали, все проблемы, они делают эту книгу объемной. But the essence can be put in one sentence. Но на самом деле суть этой книги можно свести к одному предложению, к одной фразе. Chant Hare Krishna, follow the four regulative principles, be happy and don't divorce. Повторяйте Харе Кришна, следуйте 4 регулирующим принципам, будьте счастливы и ни в коем случае не разводитесь. Because once the commitment is there that we're in this together for life, then a lot of the problems actually don't even happen. Поскольку если человек принимает вот эту ценность, что мы не можем развестись ни при каких условиях, то это избавляет его, сама вот эта вот уверенность в этом принципе избавляет его от множества проблем. If in our minds we have the idea that, just like people say, we're trying to make our marriage work. Но если человек думает, что, как вот говорят, мы надеемся, что брак наш будет успешным, this means it's not going to work. Это означает, что он не будет успешным. Because if you're trying to make it work, that means you've left some allowance for it not to work. Поскольку если вы предполагаете уже возможность, то, что он будет неуспешным, то это означает, что все закончится плохо. If we say we're trying to make it work, that means that we're trying to adjust with each other for our mutual sense, for sufficient mutual sense gratification. Если вы, так сказать, стараетесь сделать брак успешным, это означает просто, что вы стараетесь приспособиться друг к другу так, чтобы взаимно удовлетворять чувства друг друга. The whole approach is wrong from the very beginning. То есть с самого начала в своем подходе к этой проблеме вы допускаете ошибку. Now how it's going to work is if you have the commitment to live together, to serve Krishna without separating. Но этот брак имеет смысл, если люди вступают в него с решимостью жить вместе, несмотря ни на что, служа Кришне. If you have that commitment, then even if you fight with each other and quarrel, you will go on with your commitment to serve Krishna together. И если вы принимаете на себя
как бы такой обет, то вы будете продолжать жить вместе, несмотря ни на какие проблемы, которые могут возникать, и будете продолжать служить вместе Кришне. Just a few days ago, one of my disciples was telling me that I used to quarrel so much with my wife. Несколько дней один из преданных говорил мне, что раньше он очень много ругался со своей женой. He said, but we don't quarrel anymore. Но теперь он сказал, теперь мы больше не ругаемся. Because we realize that anyway we have to live with each other for the rest of our lives, so we might as well adjust with each other and live cordially. Мы больше не ругаемся, потому что мы наконец-то поняли, что все равно нам придется жить до конца вместе, поэтому нет смысла ругаться и выяснять отношения. Now, apart from that, of course, there's a big topic, but I'm already over time, so I'll just make it very brief. Тема очень обширная, я буду сокращать, поскольку времени не так много осталось. Prabhupada also explained, and it's also explained in Shastra, that there are different roles for men and women. Священное Писание, Шрила Прабхупада объясняют, что у мужчины и женщины совершенно различные роли. Under the influence of Mayavad, in which everything is attempted to be made one, in modern society they have tried to make women's and men's roles the same. Но под воздействием Майявады, которая стремится, так сказать, к тому, чтобы все нивелировать, привести к одному общему знаменателю, роль мужчины и женщины стали как бы одинаковыми, стали приравниваться друг к другу. There has been the women's liberation movement, which has caused untold suffering to women. Существует вот это так называемое движение эмансипации женщин, которое на самом деле принесла женщинам одни лишь проблемы. That now they are so-called free, they're free to divorce and remarry as many times as they like. То есть женщины получили права, получили свободу, теперь они могут свободно жениться и свободно разводиться, как им заблагорассудится. As a result, they remain unprotected and unchaste. И в результате они потеряли вот эту опеку, которую они имели раньше, и они утратили свое целомудрие. So the traditional role is that men should take charge of the family, they should take responsibility of earning money and instilling discipline in the home. Итак, традиционная роль мужчины заключается в том, чтобы зарабатывать средства к существованию и устанавливать, так сказать, то есть поддерживать порядок в семье. Mostly nowadays parents don't even try to discipline their children. Сейчас, к сожалению, большинство родителей даже и не пытаются делать это, то есть как-то воспитывать, дисциплинировать своих детей. The parents are too busy going to parties and enjoying themselves. It's too much headache to discipline the children. Родители заняты тем, что ходят на вечеринки вместе или еще в какие-то места, и поэтому у них просто нет времени для того, чтобы воспитывать своих детей. So the children are born in lust, and then they're brought up by totally deluded parents who don't even attempt to discipline apart from the occasional thwack when the kid screams too loudly. And what do you expect the kids to be like? И что можно ожидать от этих детей, которые были зачаты под воздействием вожделения и которые не были воспитаны никаким образом, и единственное, что они получали от своих родителей, это подзатыльники, когда они слишком громко плакали. And the wife's role, her most important role, is as the servant of her husband. She assists her husband, and as a mother. Роль женщины это или роль жены в традиционном обществе сводится к тому, что она служит мужу и воспитывает детей. By the arrangement of nature, that means by the arrangement of Krishna, women's bodies give birth to children, men's don't, if you hadn't noticed. И если для кого-то это новость, могу сообщить, что так устроено природой, или иными словами, так устроено Кришной, что именно женское тело производит на свет ребенка. And even though in the modern age using contraception is much promoted as being beneficial for human society, it's actually not natural. It's natural that women have children. И хотя в one after the other. И хотя в современном обществе
широко распространяются вот эти вот искусственные методы прерывания или предупреждения беременности, и говорится о том, что пропагандируется идея о том, что это якобы благо. На самом деле женщина должна рожать детей, причем одного за другим. And children need mother's love and guidance and affection. А детям требуется любовь, материнская любовь и ласка. Which in the modern age they usually don't get because the mothers are out pursuing a career. В современном мире большинство детей не получают этой любви и ласки от своих матерей, поскольку их матери слишком заняты тем, что трудятся на поприще карьеры, то есть пытаются сделать себе карьеру. And because the mothers, they had so many boyfriends before they found the right man who they married eventually, the one they think they can live with. И поскольку, кроме того, их матери, так сказать, имели еще перед тем, как повстречали своего милого и желанного, имели до него еще несколько друзей, так сказать, любовников или друзей. In other words, even though they have children, they're interested in enjoying many different men. То есть, иными словами, несмотря на то, что женщина может иметь детей, все равно продолжает, так сказать, стремиться менять партнеров и за ним и вступать в половые отношения. So they neglect their children who naturally grow up to be the kind of normal little monster that are children today. И поэтому, естественно, они не уделяют уже должного внимания своим детям, которые, вырастая, просто превращаются в каких-то монстров. And they're surprised when a kid at school pulls out a machine gun and shoots 15 people dead. И тогда эти родители удивляются, когда их ребенок приходит в школу, достает автомат и начинает стрелять и убивает 15 человек. This is only the most extreme manifestation of a whole neglected generation of children who are screaming inside. Но это признак как раз вот этого поколения детей, которыми пренебрегали, и это просто крик их души. And if they don't shoot others, they'll be shooting themselves. This is, you won't get this in Lithuanian, but they'll be injecting themselves with drugs or doing some other crazy things. Или если эти дети не будут стрелять в других, они будут убивать самих себя. Они сядут на иглу и будут употреблять наркотики. So it's very important that women, they're at home for their children to look after them and to look after their husbands. Поэтому очень важно в том, чтобы женщина находилась дома и присматривала за своими детьми и своим мужем, служила своему мужу. This doesn't mean that women have to be brainless, as is sometimes thought. Это не означает, что как бы у женщин к женщинам относятся как к каким-то безмозглым существам. You see, there are many great women in history who were responsible mothers, but also very intelligent wives, such as Draupadi, for instance, or Sita Devi. То есть в истории есть немало случаев женщин, которые обладали как и очень развитым интеллектом, разумом, так и в совершенстве исполняли свою роль матери, например, Драупади. So obviously this is a very great subject, and I've just tried to very briefly speak a few basic principles. Это очень обширная тема, я попытался всего лишь рассказать о каких-то основных моментах, поскольку у нас очень мало времени. The practical application of this is definitely not always very easy. Применить эти наставления на практике зачастую оказывается не так-то просто. But at least we have to understand what the principles are. Но, по крайней мере, мы должны понять, уяснить для себя, в чем же заключаются эти принципы. Otherwise, if we simply follow the Western way of life and we may have a dhoti or sari on, but basically our consciousness hasn't really changed, then we're going to have so many problems in our lives. В противном случае, если мы будем продолжать жить, следуя западному образу жизни и просто одев на себя дхоти или сари,
то это нам не поможет, и мы будем сталкиваться с многочисленными трудностями и проблемами. So I'm going to speak a little bit more on this, on these topics of Vedic culture and ISKCON tomorrow, which is the last day of my seminar. И я продолжу этот семинар еще завтра. Это будет последняя лекция этого семинара по ведической культуре и ИСКОН сегодня. And I'm going to leave most of the time for questions and discussion. Но большую часть завтрашней лекции, завтрашнего семинара я оставлю на вопросы и ответы. So if you have questions, please write them down and bring them tomorrow, and we can discuss these topics in some more detail tomorrow. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, запишите их, и завтра в письменной форме вы сможете их задать. Я постараюсь на них ответить. Again, I'd like to remind you that I've written a book which discusses or gives an overview of how Vedic culture is practically lived. Вновь я хочу напомнить вам о том, что являюсь автором книги, в которой описывается, каким образом эти ведические принципы, то есть в семейной жизни действуют в обществе. Which is available here in Russian. И эта книга сейчас имеется в наличии на русском языке. Along with several other of my books in English and Russian. Также вы можете приобрести другие книги, мои книги, на русском языке и на английском языке. So this book, Glimpses of Traditional Indian Life, it may seem to be just some nice vignettes, anecdotes. И эта книга, о которой я говорю, «Взгляд на традиционную Индию», может показаться, на первый взгляд, просто сборником каких-то интересных историй. But actually it's a very important book which gives an idea of the kind of society that we should be trying to build and promote as the ideal society for the whole world to follow. На самом деле это очень важная книга, поскольку в ней говорится о том, дается представление того, каким образом должно быть построено общество, и мы хотим, чтобы такой образ жизни был принят всеми людьми в этом мире. So Hare Krishna, I'll finish there for now. На этом я закончу. Харе Кришна. Third and last session here on Vedic culture and ISKCON today. Так мы продолжаем семинар «Ведическая культура» и ИСКОН сегодня. И сейчас у нас будет последняя, третья лекция. Yesterday I was talking about duty and responsibility in family life. Вчера мы говорили об ответственности и обязанностях домохозяев. This term responsibility, this is essential for every devotee in whichever ashram they may be. Понятие о долге, об обязанностях, об ответственности очень важно для каждого преданного, независимо от того ашрама, в котором он находится. Human life is meant to be a very responsible life. Поскольку жизнь человека, человеческая жизнь подразумевает ответственность. The main responsibility is to properly utilize the human form of life to become fully Krishna conscious. И основная ответственность заключается в том, чтобы правильно использовать человеческую форму жизни, чтобы обрести сознание Кришны. And in every ashram, one has to be very responsible. И в каждом ашраме, независимо от ашрама, человек должен проявлять вот эту вот ответственность. Often people take to spiritual life because they feel crushed by the pressures of their material life. Часто люди встают на духовный путь, на путь духовной жизни под влиянием, под давлением какой-то материальной жизни. And sometimes people accuse devotees of being escapists. И часто люди обвиняют преданных в том, что они стремятся убежать от реальности.
My response to this is, yes, we are escapists. И наш ответ заключается в том, что да, мы действительно убегаем от этой реальности. We want to escape from the cycle of birth and death. Мы хотим избавиться от цикла повторяющихся рождений и смертей. We want to escape from this nasty, soul-killing civilization. Мы хотим убежать от этой ужасной цивилизации, которая губит душу. To want to escape from this is simply sanity. Only an insane person wouldn't want to. И стремление убежать от этой цивилизации – это признак благоразумия. Just like if you're being chased by a tiger, no one should blame you for running away. Например, если за вами гонится тигр, и вы убегаете от него, то кто будет вас винить в этом, в том, что вы убегаете от хищника? However, Krishna consciousness is not meant to be an excuse for irresponsibility. Но сознание Кришны нельзя использовать как предлог того, чтобы быть безответственным. Brahmachari should be very responsible to execute his duties as a brahmachari very properly. Брамачари должны с ответственностью подходить к своему положению и со всей ответственностью исполнять свои обязанности брамачари. Brahmachari means one who lives in the ashram of the guru and serves him. Брамачари – это тот, кто живет в ашраме гуру и служит ему. Brahmachari guru kule vasan danto gurur hitam. There's the definition is given of a brahmachari, one who lives in the gurukul or the place of the guru. Как раз определение брамачари. Брамачари – это тот, кто живет в гурукуле, то есть в том месте, где находится его гуру. So brahmachari doesn't mean simply a man, an unmarried man who lives according to his own desires. Брамачари – это не просто холостяк, неженатый молодой человек, который живет, руководствуясь какими-то прихотями своего ума. But a brahmachari lives under the control of the guru. Брамачари все время находится под присмотром и под контролем гуру. And he follows all the rules and regulations very seriously. И он очень строго следует всем правилам и предписаниям. So grihastha life is also very responsible. Жизнь грехастхи также исполнена ответственностью. It's a very serious matter, especially having children. Это очень серьезно, потому что у грехастхи есть дети. Pita na sasyaj, janani na sasyaj. Namochi adya samapeta mrityam. One should not become a father or a mother unless he can deliver his or her dependents from the cycle of birth and death. Человек не должен становиться отцом или матерью до тех пор, пока он не может освободить своих детей от цикла повторяющихся рождений и смертей. So one actually gets married to discharge responsibility. Итак, человек вступает в брак для того, чтобы нести эту ответственность, то есть поступать в соответствии с принципами вот этими ответственности. Basic reason for getting married in traditional Vedic culture is given by Manu in Manu Samhita. И Ману Самхите говорит, почему люди вступают в брак, то есть какова причина, каков повод для этого. Putrarte kriyate bharya putra pinda prayojanam. One marries for the sake of having a son. Люди вступают в брак, или человек женится для того, чтобы зачать сына. And a son can offer many ideas that, following all these things, they're not very practical. Сейчас появляются какие-то представления о том, что, следовать всем этим принципам в современном мире не так практично. And so many over-intelligent ideas have been invented about why we shouldn't follow everything that Prabhupada said. И придумываются какие-то изощренные теории, обосновывающие, почему мы не можем и не должны следовать тому, чему учил Прабхупада. But nevertheless, if we really want to attain Krishna consciousness, then we should regularly read Prabhupada's books with firm faith. Так или иначе, если мы действительно хотим развить в себе сознание Кришны, то мы должны с твердой верой регулярно изучать книги Шрилы Прабхупады. Personally, I'm quite convinced that everything Prabhupada says is absolutely true, even if everyone else in the world says it's not true. Лично я твердо верю в то, что любое изречение, любая фраза Шрилы Прабхупады истина, даже если она противоречит мнению всех людей в этом мире. Because I've seen that before coming to Krishna consciousness, the whole society, top to bottom, is simply cheating and bluffing. Поскольку еще до прихода в сознание Кришны я видел, понимал, что
вся эта цивилизация от начала и до конца — это просто обман. And Srila Prabhupada was the only person who spoke the unadulterated truth for the benefit of others. А Шрила Прабхупада — это единственный человек, который раскрыл всему миру истину. So we may think that all this Vedic culture, it's all antiquated or not practical for the modern day. Мы можем думать, что все это ведическая культура, это все уже устарело, все это архаизмы, все это антиквариат и не подходит для современной Or жизни. sometimes you may say, well, we tried all those things and they didn't work. Или можете сказать, мы пробовали ей следовать, но ничего у нас не вышло. It may be that we've tried to follow Vedic culture and it didn't work. Возможно, что мы действительно попытались следовать ведическим принципам, ведической культуры, но у нас ничего не вышло. But if that is so, then we should understand that it's due to our fault in following, not due to any fault in the Vedic culture or in anything that Prabhupada taught us. Но если это действительно так, то мы должны понимать, отдавать себе отчет в том, что это произошло по нашей вине, что мы сами виноваты в этом, и нам нет причин винить в этом ведическую культуру, ведические принципы и наставления Шрилы Прабхупады. So please take to Krishna consciousness very seriously and with full conviction. Поэтому, пожалуйста, практикуйте сознание Кришны со всей серьезностью и с твердой верой. Vedic culture begins in everyone's life, every day, early in the morning. Ведическая культура начинается рано утром, каждый день. Modern culture means sleep as late as you can. Поскольку современная культура значит спать как можно дольше. But Vedic culture means rise early and engage in spiritual practices. Но последователи ведической культуры встают рано утром и занимаются духовной практикой. Vedic culture is not for lazy people. Ведическая культура не предназначена для лентяев. But it is for people who are very serious about advancement in Krishna consciousness. Она предназначена для тех, кто искренне, всерьез хочет прогрессировать, продвигаться в сознании Кришны. Like I said, there's so much to discuss on these topics, but we don't have much time. Я уже говорил, что у нас нет, к сожалению, много времени, но тема эта очень обширная. Yesterday I had asked for some questions to be submitted in writing. Вчера я попросил вас записать вопросы и передавать их сюда в письменной форме. So here we have some. Уже несколько вопросов Take one and поступило. then I'll take one from this side. Want to learn something about Vedic culture? Take it with your right hand. First I'm reading it in Russian, then... Yeah, please read it in Russian and then say it in English. Какая разница, какое основное различие между ведическими мужчинами и женщинами и современными мужчинами и женщинами? What is the main difference between Vedic men and women and modern men and women? Yeah, did you say it in the mic? Everyone could hear? Yeah. Okay. Well, what is the difference between a human being and an animal? Какая разница между человеком и животным? Ahara nidra bhayamaitunam cha samanyame tat pashubhyanaranam dharmo hitesham adhiko vishesham dharmena hina pashubhyanaranam. Eating, sleeping, mating and defending are the four things that humans and animals have in common. Сон, еда, совокупление, самозащита — это 4 вида деятельности, которым занимаются как люди, так и животные. The difference between actual human life and animalistic so-called human life is practicing of dharma. Разница между жизнью цивилизованного человека и жизнью, так сказать, двуногого животного заключается в том, что первые практикуют дхарму, религию. So those who do not practice dharma, they are in a human body but with animal consciousness. Поэтому те люди, которые не следуют дхарме, они внешне только, так сказать, выглядят как люди, но на самом деле они ничем не лучше животных. Dharma is a very broad term. Дхарма — этот термин имеет широкое значение. In its broadest sense, it means to adhere to the principles of varnashram dharma, which are meant for at least gradual elevation to Krishna consciousness. И в широком смысле этого слова дхарма означает следование ведическим, то есть следование указаниям ведических писаний. So, question, you have to read it in Lithuanian. Well, actually,
say it in English, and then while Gunadam Prabhu says it in Russian, you can again say it in Lithuanian. Okay. Should we put it in order? The ones that come first. What a wife should do if her husband is unchaste? If her husband is vyabhichari. Her husband is vyabhichari. Vyabhichari means unchaste. And in a family there are small kids, so how to react if the other woman with whom husband is girlfriend. Yeah, and husband's girlfriend. Yes, and and while this woman actually, is we're laughing, but actually it's a very painful situation. Мы смеемся, на самом деле это не смешно, это очень печально. And this other woman is also bhakti. Also a devotee. Yes. Some kind of devotee. Okay. You can translate into Russian because. Okay, you translate into Russian. It'll be easier for you. Как поступить для женщины, если ее муж как бы предает ее, в семье есть дети маленькие, и в то же самое время, как другая женщина, с которой муж как бы в сторону пошел, тоже преданная, и с которой жене как бы часто нужно встречаться. Now you have to say it in Lithuanian. Kaip geriausiai pasielgti žmonai, kurios vyras buvo neištikimas, šeimoje yra mažų vaikų, ir kaip reaguoti tai, kad ta moteris yra iš bhaktų tarpo, kurią man reikia dažnai matyti. Just see what difficult situations arise when we don't follow the rules of dharma. Вот посмотрите, к чему приводит то, когда человек не следует правилам и предписаниям. How much suffering is caused. Это приводит лишь к многочисленным страданиям. This exactly how to deal with this problem, I can't say exactly. Я не могу сейчас дать конкретное решение этой проблемы. Because these situations are very complex and it requires much looking into and discussion. Поскольку это трудная ситуация, для того, чтобы найти решение, нужно учитывать все детали. Actually, the husband should just give up this nonsense rascaldom and give up his girlfriend. And if the girlfriend is at all a devotee, she should not behave in a manner so disruptive to someone else's family. It's very sinful. На самом деле муж должен просто перестать заниматься глупостями и порвать все отношения со своей любовницей. И любовница также должна понять, что она ведет себя недостойно, если к тому же она преданная, считает себя преданной. Is why in the Vedic culture there are very strict rules governing interaction of the sexes. В ведической культуре взаимоотношения или отношения между мужчиной и женщиной очень строго регламентированы. It's not that a man just walks up to some woman and starts talking to her or vice versa. Мужчина просто так не может подойти к незнакомой женщине и начать с ней разговаривать, или наоборот. There are very strict rules governing who can even talk to who. Существуют очень строгие правила, которые регламентируют взаимоотношения мужчины и женщины, даже в отношении того, кто с кем может говорить, а кто с кем не может говорить. In modern life, this is considered primitive and foolish. В современном мире это считается примитивным и глупым. But actually, these controls they help to maintain sanity in society. Но на самом деле эти ограничения помогают сохранить здравомыслие, благоразумие членов общества. And in this situation which is being described, the effect of lust has already taken place. Но в данном случае здесь мы видим, так сказать, результаты похоти или вожделения. К чему приводит вожделение? So ideally, this situation shouldn't have happened, and the husband and girlfriend should just desist from such a wrong relationship. То есть изначально в идеале таких взаимоотношений вообще не должно было бы быть. Но в данной ситуации муж и любовница должны прекратить вот эти незаконные отношения друг с другом.
But as they're both entangled in lust, you can't hear anything when you're overcome by lust. Но человек, на самом деле, который обуреваем вожделением или похотью, он не слышит ничего и не понимает, он не может это услышать, когда к нему обращаются. Lust covers the knowledge. Вожделение, оно покрывает знание. What they call love in the modern age is simply lust. То, что называют в современном мире любовью, это всего лишь вожделение. So in this actually in all these situations of family problems, and there are many. В любых таких вот трудных ситуациях семейных, а их может быть очень много, они могут быть самыми различными. Then ideally there should be some senior grihastas, grandfather, grandmother age, who can give some proper guidance. В идеале должны существовать такие опытные грехастхи в возрасте бабушек и дедушек, которые будут помогать молодым разрешать эти проблемы. Actually, in Vedic culture, as long as one's father is alive, one has to follow his orders. На самом деле в ведической культуре человек следует указанию своего отца до тех пор, пока он жив. I've seen even today men who married with children, earning plenty of money, who are fully under the control and fully respect the order of their parents. До сих пор я встречаю в Индии людей, которые имеют детей, имеют свое дело, имеют много денег, но при этом они очень строго следуют указаниям своего отца. Not that the or foolish. Это не означает, что взрослый человек, следующий указаниям своих родителей, он какой-то слабоумный или он глупец. But he respects the order of his father because his father is that's the tradition, and also the father himself is so much morally upright and sound that he fully respects his advice. Он почитает своего отца не только потому, что это традиция, но и потому, что этот отец имеет глубокий, богатый жизненный опыт, и он следует этой традиции. So this is just one of many examples of the kind of difficulties we get entangled in if we try to practice bhakti on one side, but on the other side we're still involving ourselves in the Western way of life. Вот это вот проблема как раз одно из свидетельств того, что происходит, если мы пытаемся с одной стороны практиковать бхакти, а с другой стороны мы все еще находимся, так сказать, погрязшими в этой вот современной так называемой культуре. So I suggest in this case the wife appeals to senior members of the devotee community in the area in which she is in, and ask them to jointly censure the persons involved and bring them to their senses. В данном случае я бы посоветовал жене обратиться к старшим преданным грехасткам в этой общине, чтобы они как-то образумили этого мужа и прекратили эти незаконные взаимоотношения. I can understand following faithfully everything in Prabhupada's books, but many details of Vedic culture are not mentioned within them, Prabhupada's books. How can we know if something is indeed part of Vedic culture or rather some Hindu superstition or recent invention? If you say that it can be found in scripture, not Prabhupada's books, Sri Madhvacharya says that Mahabharata has been corrupted. Maybe other parts of Vedic literature have been as well. Please clear up this doubt for me. So I say that, sorry, I said that too fast. I can understand... Okay. Can you get that? Okay. I can understand following faithfully everything. The principle of following everything in Prabhupada's books. Я понимаю важность принципа с верой следовать всем наставлениям Прабхупады, изложенным в его книгах, но многие детали ведической культуры не упоминаются в этих книгах, в книгах Прабхупады. Как узнать, что является на самом деле частью ведической культуры, а что является так называемой, как это называется, superstition.
каким-то верованием, да, индийским или новым изобретением. Если если же вы скажете, что эти наставления можно найти в Писаниях, то есть помимо книг Прабхупады, то могу вам на это заметить, что Мадхвачарья говорит, что Махабхарата была как бы исправлена, то есть как-то какие-то изменения внесены в нее были. Возможно, такая же судьба постигла и другие ведические писания. Пожалуйста, проясните вот это мое сомнение. Yeah, when Madhvacharya says that Mahabharata has been corrupted, that doesn't mean we throw out the whole Mahabharata. Когда Мадхвачарья говорит, что Махабхарата была как бы исправлена, внесены в нее изменения, это не значит, что мы теперь должны выбросить эту книгу на помойку. This suggests that a few verses or one or two passages may have been interpolated or changed. Его слова означают, что пару текстов или пару строчек в каких-то текстах были исправлены. But that doesn't mean that we reject the Mahabharata. То есть изменены. Но это не значит, что теперь мы должны отвергнуть все это произведение. For instance, Prabhupada quotes that Bhishma Dev gave many instructions on dharma. Например, Прабхупада цитировал Махабхарату и говорил, что Бхишма давал очень много наставлений по дхарме. So we can accept that these are not basically they're not corrupted. Поэтому, по крайней мере, мы можем принять, что вот эти наставления Бхишма Девы, они не изменялись и никаким образом. Exactly what Madhvacharya was referring to, I haven't seen, but I would think that it would be sections that apparently do not uphold the supremacy of Krishna. Я не знаю, что имел в виду Мадхвачарья, когда говорил о том, что в Махабхарату были внесены изменения, но, скорее всего, он имел в виду места, в которых определяется верховенство Кришны. It's unlikely that the social directions in Mahabharata have been corrupted. Навряд ли изменения коснулись тех мест Махабхараты, где говорится о каких-то социальных принципах. And the well-known stories of Mahabharata, they are certainly instructive and accepted by all schools of Vedic followers, Vaishnav, non-Vaishnav. И поучительные истории Махабхараты, они принимаются всеми людьми, как преданными, так и непреданными, различными группами людей. Now, we don't know the details of Vedic culture, so it may be difficult for us to follow them. First we have to know what we're supposed to be following before we can begin to follow them. Да, мы не знаем во всех подробностях ведические принципы, поэтому нам может быть трудно им следовать. Мы должны знать, чему нужно следовать. But another difficulty may come if you do know them. Но проблема, так сказать, то есть может появиться даже если вы знаете все эти ведические принципы. Because there are so many directions in Shastra. Потому что в шастрах приводится так много указаний. Plus there are many traditional usages which have come to be accepted in due course of time. Кроме того, есть много традиций, которые со временем, так сказать, появились и которым следуют в Индии. And different directions are meant for different people in different levels. И разные указания предназначены для различных людей, находящихся на разных уровнях. And different acharyas have given acharyas. This means mostly the compilers of the Smriti Shastras, which are the rules governing day-to-day human life. So they sometimes disagree with each other or apparently contradict each other. Иногда ачарьи, которые дают комментарии на смрити шастры, регламентирующие повседневную жизнь человека, они могут не соглашаться друг с другом, спорить друг с другом, вот, находить какие-то противоречия. And exactly what is best for one person may not be best for another person. И то, что является благом для одного человека, может принести только вред для другого. Therefore, we have to have gurus to guide us. Поэтому человеку нужен гуру, который будет вести его по жизни. What is the best result? What is the best
direction for us individually at any given time, place and circumstance. И какое наставление является для всех универсальным, независимо от места, времени и обстоятельств. For instance, once Srila Prabhupada was in Vrindavan, and he told one sannyasi that you should remain here. First of all, he told one sannyasi that you should travel and not stay more than 3 days in one place. Например, есть такая история. Во Вриндаване Шрила Прабхупада сказал одному саньяси, чтобы тот постоянно проповедовал, не задерживаясь нигде больше, чем на 3 дня. Then immediately after that, he turned to another sannyasi and said, you should stay here in Vrindavan and never leave. И сказав эти слова, он повернулся к другому саньяси и сказал, а ты должен оставаться во Вриндаване и никуда отсюда не уезжать. Once even one Prabhupada gave one sannyas to one devotee, and this devotee, his speciality was doing theater and dance. Шрила Прабхупада однажды давал саньясу преданному, который занимался театром, то есть драматургией и танцем. So he said, well, now I took sannyas, maybe that's not very appropriate. И этот преданный сказал, вот теперь я принял саньясу, и мне как-то уже не к месту заниматься этими вещами. Prabhupada said, that is your sannyas. Прабхупада сказал, это твоя саньяса. So ideally, we should ourselves have knowledge of the basic principles of Vedic culture. Конечно, в идеале мы сами должны знать, в чем заключаются основные принципы ведической культуры. Not that we. Actually, the basic details of Vedic culture are taught by the first guru, the mother. According to Shastra, the first guru is the mother. На самом деле, вот эти основы ведической культуры, основополагающие принципы, человек узнает их от матери. Согласно шастрам, мать — это первый гуру, первый наставник для человека. Prabhupada taught us to. This is a little bit of a graphic example. Prabhupada taught us to wash our backsides with water after passing stool and take a bath rather than merely smearing the backside with paper. Например, Прабхупада научил преданных, которые до этого не знали, чтобы они подмывались левой рукой после опорожнения кишечника, а не размазывали испражнения при помощи туалетной бумаги. But actually it's not the duty of a guru to teach these things. These things are supposed to be taught to the children before they go to the guru. Но на самом деле гуру не должен учить этому своих учеников. Эти вещи дети узнают еще до того, как они идут в гурукулу к духовному учителю. So as far as the details of the basic practices of Vedic culture are concerned, as far as the detail, I'll say the whole sentence. It's difficult to translate both long sentences and half sentences. As far as the details of Vedic culture are concerned, Prabhupada actually wanted at least some of his disciples to come and spend some time in India to learn how to live according to these principles. Что касается знания ведических принципов, то Шрила Прабхупада хотел, чтобы, по крайней мере, какая-то часть его учеников приехала в Индию и на практике сама ознакомилась с этими принципами. Because even though India is much fallen from even 15 years ago, still if there's any culture, it's there. И несмотря на то, что Индия, конечно, сильно деградировала, то есть она была абсолютно другой всего несколько десятилетий тому назад, все равно какие-то принципы еще сохранились. So these basic points, I've personally gathered them up and classified them and written them down over the last so many years. И многие вот эти принципы ведической культуры, я собирал их на протяжении многих лет, и они имеются у меня. So I'm hoping that within, I would think 1.5 to 2 years, I should be able to get this book finally published. И в ближайшее время, ближайший год, 1.5 или 2, я планирую как раз выпустить вот целую книгу, посвященную этому. And that will give many details of Vedic etiquette as it can be practiced in the day-to-day life of devotees. В этом книге будет раскрываться тема вайшнавского этикета и ведических принципов, как их практиковать в повседневной жизни каждого преданного. According to what Srila Prabhupada taught, в соответствии с указаниями, с наставлениями Шрилы Прабхупады, according to Shastra, в соответствии с указаниями священных писаний,
according to tradition. И в соответствии с традицией. So the basic principles, like I say, they're very simple. One should be responsible in one's ashram. Основные принципы, они как бы достаточно просты. Я уже упомянул о них. Это прежде всего ответственность, которую берет на себя человек, независимо от ашрама. But there are many details also, especially in Vaishnav culture. Но есть очень много деталей различных, в особенности в вайшнавской культуре. The basic principle of which is doing everything very nicely for the pleasure of Krishna. Основополагающий принцип вайшнавской культуры заключается в том, чтобы делать все с единственной целью — доставить удовольствие Кришне. So we should try to, for instance, keep our temples, our homes, which are temples, very clean for the pleasure of Krishna. Поэтому мы должны, по крайней мере, поддерживать храмы и свои жилища, тоже храмы, в чистоте, для того, чтобы доставить Кришне удовольствие. When we have deities in the home, we shouldn't just use them as some kind of offering machine that magically converts food into prasadam. Мы не должны относиться к своим домашним божествам как к автомату, превращающему обычную пищу в прасад. But the deities should be the center of our homes. Божество должно стать центром нашего дома, Not сердцем. that the center of our apartment is a big TV and somewhere in a corner there are some deities with dust on them. Телевизор не должен находиться в центре нашего дома, становиться его сердцевиной, а божества где-то там скромно стоять в уголочке. So many details, which actually many of them are mentioned in Prabhupada's books, but we just somehow we don't give much importance or we're not aware of them. Все эти детали, они многочисленны, но все они приводятся в книгах Прабхупады. Просто иногда мы их не замечаем или не придаем им значения. Even if we followed the basic things in Nectar Devotion, that would be a good start. Хотя бы если мы будем следовать основным принципам нектара, изложенным в нектаре преданности, это будет очень неплохо для начала. There's so many questions and there's no time. What are we going to do? Just give some maybe showdowns. Well, the thing is that it's a complex subject. We're not going to go through all of this. If I could answer one of these fully, then that would take me the whole hour. Čionais dar pateikta keletas labai sudėtingų klausimų, į kuriuos gali... Имеет смысл покороче отвечать. Гуру Махарадж говорит, что на самом деле на один вопрос я могу отвечать целый час, а вопросов очень много. Here's a question. On one hand, a devotee must give his children freedom in choosing religion, way of living, etc. On the other hand, he must give his children shelter by getting them married earlier than it's usually done in Western culture. How to solve this contradiction without being too Western or without being too fanatically Vedic? С одной стороны, говорится, что человек должен дать свободу своим детям в отношении выбора их религиозного пути, то есть становиться детям, дать им свободу, будут ли они преданными или нет. С другой стороны, говорится, что последователи ведической культуры должны в раннем возрасте выдавать своих детей, то есть замуж или женить. И как разрешить это противоречие, чтобы не быть чересчур фанатичным последователем, поборником ведической культуры и в то же время не быть поборником западной культуры? Well, this question is based on an assumption that I don't necessarily accept. Этот вопрос уже построен на представлении, на заблуждении, скажем, с которым я не согласен. The assumption, as is stated here, is that a devotee must give his children freedom in choosing religion, way of living, etc. Это заблуждение заключается в том, что человек должен предоставлять свободу своему ребенку относительно его жизни дальнейшей, то есть будет ли он практиковать религию, следовать религиозным принципам или нет. Now, although it's true that when children get older, then they legally they can make their own choice and they may choose to do so anyway. Безусловно, когда дети вырастают, они делают свой выбор, то есть будут ли они следовать принципам религии или нет. On the other hand, it's a devotee's duty to train his children in that way of life which will be for the child's actual benefit. Но с другой стороны, преданный должен воспитывать своих детей
таким образом, чтобы этот образ жизни был ему во благо, в конечном счете принес ему благо. According to modern liberal thought, everyone should be free to choose whatever they think is best for them. В соответствии с западными представлениями о либеральности, нужно предоставлять человеку свободу, и каждый волен поступать, как пожелает. But if a devotee is convinced that Krishna consciousness is the only beneficial path, then he doesn't think that all the paths are whatever you do, it's okay, whatever you like is okay. Но если преданный понимает, что путь сознания Кришны — это единственный путь, который принесет благо душе и человеку, то он не будет тогда вводиться в заблуждение такими представлениями о либеральности. And according to Shastra, one shouldn't even have children unless he trains them to be free from birth and death. Более того, шастры говорят о том, что человек не должен иметь детей, если он не сможет освободить их от повторяющихся рождений и смерти. So it is the duty of parents to train their children in Krishna consciousness. Родители просто обязаны воспитывать своих детей в сознании Кришны. One shouldn't even have children unless he's prepared to do that. И не следует преданным вообще иметь детей, если они не готовы делать это. And training means putting a lot of effort in. It's not just bring them along to an arti now and then. Воспитывать детей — это значит прикладывать очень много усилий и не просто приводить время от времени ребенка на арати. Training means to invest a lot of time and energy in the children. Воспитание подразумевает то, что родители вкладывают в ребенка, посвящают ему очень много времени и сил. Just like once one of Prabhupada's lady disciples who had been doing deity worship before she had a child wrote and asked Prabhupada if she could continue now that her baby was born. Например, одна женщина, ученица Прабхупады, написала ему, спросила, может ли она продолжать служить божествам после того, как у нее появился на свет ребенок. So Prabhupada replied that now your only duty is not deity worship but baby worship. Прабхупада ей ответил, теперь ты должна поклоняться не божествам, а служить своему ребенку. Your only service is looking after your baby. Единственное твое служение должно отныне заключаться в служении своему ребенку. Now this idea that we should give children freedom to choose and do what they like, it's a fallacy anyway. И вот это представление о том, что нужно предоставлять ребенку свободу выбора и так далее, это заблуждение. Because if we don't guide them and train them, then they'll just do what everyone else does, which is watch the TV and become a scoundrel. Поскольку если родители не будут воспитывать ребенку, не будут учить его, обучать то, что такое хорошо, что такое плохо, не будут руководить ему действиями, то ребенок просто будет смотреть телевизор, и в конце из него вырастет просто негодяй. They'll grow up with the values of the modern demoniac society. То есть они вырастут с ценностями, впитают в себя ценности современного демонического общества. So it's the duty of the parents to protect the children by giving them Krishna consciousness. Родители должны защитить своих детей, дав им сознание Кришны. Prabhupada also indicated that training of children that should be inspirational on the part of the parents rather than simply forcing them. И Прабхупада также говорил о воспитании детей. Каким образом нужно воспитывать детей? Он говорил, что детей нужно вдохновлять, воодушевлять, следовать этим правилам, а не просто навязывать им следование, заставлять их это делать силой. Prabhupada said that if the parents and adults they're fully engaged in Krishna conscious activities such as offering arati, doing kirtan, and they're happy in doing that, then the children will naturally follow. Шрила Прабхупада говорил, что если родители полностью погружены в деятельность в сознании Кришны, предлагают арати, проводят киртан, то дети будут следовать за ними, вдохновляться их примером. So definitely it's the duty of parents to shelter their children by providing them a loving atmosphere in which they can naturally take to Krishna consciousness. Родители должны заботиться о своих детях, проявлять к ним любовь и заботу и создать благоприятную атмосферу для их сознания Кришны. Undoubtedly, it's very difficult to do so with the whole atmosphere full of so much
sinful vibrations. Конечно, все это очень трудно делать сейчас в современном мире, когда отовсюду, со всех сторон буквально текут вот эти вот греховные вибрации. Here in this question, it's been asked about being fanatically Vedic. В вопросе есть такое выражение, как фанатичный поборник ведической культуры. So this is also an important consideration. Это важно тут понять, о чем идет речь. That if one tries to follow or impose something that one doesn't properly understand, then he may cause more harm than good. То есть фанатик — это тот человек, который следует чему-то или проповедует что-то, что он сам не понимает. И таким образом, проповедуя это, он может просто навредить, даже чем принести благо. Just like someone was saying to me today that, well, we commonly hear this, that, well, we tried to follow, but it didn't work. Про сегодня кто-то говорил мне, что мы пробовали следовать этому, но ничего не получилось. We tried to do gurukuls, but it didn't work, therefore we shouldn't do gurukuls. This is a common logic in our society. То есть мы пробовали организовать гурукулы, у нас ничего не вышло, поэтому не нужно организовывать, не нужно даже пытаться организовывать гурукулы. Вот такая современная логика. Or we should change the definition of gurukul. Или нужно полностью изменить смысл этого слова гурукула. Have a regular guru school, regular school teaching all kinds of nonsense like Darwin's theory, and have 10 minutes of Bhagavad Gita in the morning and call it a gurukul. Пусть это будет школа, где детей будут учить всяким глупостям наподобие теории эволюции Дарвина, и там 10 минут в день будут их учить ведической культуре, и мы будем называть такую школу гурукулой. That's not a gurukul. Но это не гурукула. Just like simply being an unmarried man, it doesn't make one a brahmachari. Это то же самое, что называть холостяка брахмачари. Если человек не имеет жены, то это не значит, что он брахмачари еще. Or simply being a married man doesn't make one a Vaishnav grihastha. Или женатый человек, семейный человек, который имеет жену, еще не значит, что он грихастха, вайшнав. If gurukul, as they say, hasn't worked, we should understand that it's not that the gurukul system doesn't work or cannot work, or that Prabhupada was wrong in instituting it, as some wildly imaginative people say, but rather that we have not implemented it properly. The fault is with us, not with Shastra or with Prabhupada. То, что в ИСКОН были проблемы с гурукулами, не означает, что сами гурукулы плохи по себе, и этот принцип неправилен, или Прабхупада, как некоторые говорят, в чем-то заблуждался. Это означает в том, что мы просто неправильно, недолжным образом следовали его наставлениям. То есть нам некого винить, кроме самих себя. And although it's true that many of the children who have been brought up by devotee parents have not turned out to be so much involved in Krishna consciousness, still there are also many examples of children who have grown up and become very wonderful devotees. И хотя некоторые говорят, что вот многие дети преданных вырастают непреданными и, так сказать, перестают практиковать преданное служение, это так, но также есть много примеров того, как у преданных вырастают замечательные дети преданные, которые потом продолжают практиковать сознание Кришны. So this proves that, and there are not a few of them. It's not just, it's not only Sri Prahlad. There are others also. Не только пример тому Шри Прахлад, примеров тому очень много. So it's better that we look at those examples of children of devotees who have themselves grown up and continue to fully practice Krishna consciousness, and look to those examples and see how we can succeed, rather than pointing at the failures and saying everyone is doomed to be a failure, therefore we shouldn't follow it. Нам нужно видеть положительные моменты, мы должны обращать внимание на тех преданных, которые продолжают, с детства практиковали сознание Кришны и, повзрослев, продолжают это делать. Мы должны обращать внимание на это, концентрировать свое внимание на этом, а не искать какие-то недостатки и придавать им значение. Being fanatically Vedic or just without any human consideration, that obviously is not going to be successful. Конечно, быть фанатичным поборником ведической культуры не принесет никакого блага никому. I can give one example. Могу привести один пример. Of a devotee I know, Grihastha,
who is very much into Vedic culture. Один преданный, я знаю одного преданного грехасту, который очень строго следует ведическим принципам. Although he lives in New Zealand, which certainly isn't a country famous for following Vedic culture. Хотя сам он живет в Новой Зеландии, жителей которых нельзя назвать поборниками ведической культуры. He acts as a priest for local Hindus and for devotee families. Он выполняет как бы роль семейного жреца для местной общины индусов, а также для преданных, которые там живут. And performs all kinds of ceremonies like marriages, death ceremonies. Он проводит различные церемонии для них, например, брачные церемонии или погребальные церемонии. First head shaving, giving the first rice, and so on. Или церемонии, когда первый раз ребенку сбривают волосы, когда первый раз он вкушает злаки, когда ему дают имя и так далее. You need some priests Нужны in this вот country. такие жрецы. Any grihastas want to get trained as this? И в этой стране какие-нибудь грехастхи хотят получить знания по этому вопросу и стать сведущими в этих делах. So anyway, his response to the TV problem with his children. In other words, he doesn't want his children to watch TV. What does he do? Итак, что этот человек сделал с телевизором? Как он решил эту проблему? Он не захотел, чтобы его дети смотрели телевизор. He doesn't like to follow, he doesn't want his children to watch TV, but he knows it's a very big lure for them. Он не хотел, чтобы дети смотрели телевизор, но он знал, что это очень большой соблазн для них. So he personally chooses some comedy films, which are what can be called good, clean family fun. И тогда что он сделал? Он выбрал несколько таких смешных семейных комедий, таких очень простых, непритязательных, которых могут смотреть все члены семьи. And he sits and watches them with his family, and he laughs along with them, И он and enjoys them probably too, just like Prabhupada enjoyed Charlie Chaplin. И со всей семьей он сидит и смотрит эти простые, безобидные комедии, смеются, получают удовольствие, точно так же, как Шрила Прабхупада смеялся. Or the comedy movies. It's not that it's part of Krishna consciousness. Это не означает теперь, что как бы мы должны смотреть вот эти вот комедии. Вот, они не являются, несмотря на свою безобидность, они не являются, так сказать, неотъемлемой частью сознания Кришны. It's not that we should incorporate watching Charlie Chaplin movies into our daily sadhana. Это не означает теперь, что просмотр фильмов с участием Чарли Чаплина должно стать частью нашей садханы каждодневной. Mangalarti, 16 rounds class and Charlie Chaplin. Мангаларати, 16 кругов джапы, лекции по Шримад Бхагаватам, а потом фильм Чарли Чаплина. But actually, drama is a very important part of Vedic culture. Но на самом деле драматургия — это важная составляющая часть ведической культуры, which can involve everyone, although traditionally, and Prabhupada, he wanted this also, traditionally women don't act in dramas. И в драматургии, то есть в постановке пьес, как бы каждый может принять участие, но традиционно и Шрила Прабхупада говорил об этом и хотел того, чтобы женщины, как бы, они не играют роли в пьесах. But these kind of cultural activities are very pleasing and very, if performed properly, are very conducive to developing bhakti. Drama is actually a very important part of Vaishnava culture. Chaitanya Mahaprabhu used to partake of dramas. Но драматургию можно использовать как бы в сознании Кришны, и Чайтанья Махапрабху, он как бы использовал драматургию, то есть если она используется должным образом, то человек может продвигаться даже в сознании Кришны при помощи нее. One question in Lithuanian, and then I'll have to finish. Still 20 minutes before the How do you see Не слышно. Kaip žiūrite į moterų apvaisinimą dirbtiniu būdu? Kokie trūkumai ir privalumai? Say in English in the mic. And in Russian also. How do you see when women are fertilized through Artificial insemination. Yes. What are positive and bad sides of it?
He said it in Russian? No, he can say it in Russian too. Say it in Russian, please. Как смотреть на то, что женщины как бы, как по-русски, оплодотворяются на искусственном методе, какие позитивные и негативные как бы... We're not in favor of this. We are not in favor of this. Мы против этого искусственного оплодотворения. I mean, possibly there may be some argument for it in a particular case, but in general, we're not in favor of this. Как бы, с этим могут поспорить, но обычно как бы мы не одобряем этого, мы против этого. We're not in favor of it even for cows, what to speak of human beings. Мы не одобряем даже. Because cows are very important animals. Мы не одобряем это искусственное оплодотворение даже коров, не говоря уже о людях. Многие семейные люди, живущие материалистической жизнью, все же не разводятся и живут вместе довольно долго. И на первый взгляд счастливо. Почему это иногда возможно? No need for Charlie Chaplin movies. We're having our jokes right here. It's not a joke. It's not a joke? It's a very relevant question. Yeah. То есть нет нужды даже видеть и в фильмах Чарли Чаплина. И так смешно и без него. Many materialistic householders, they live together and do not divorce. And they can go on living for quite a long time. And quite happily at that. Why is it possible sometimes to do like this? Because they have a commitment to do so. Потому что они взяли на себя такие обязательства. After all, when we're talking about these things, these are sub-religious principles. То есть мы говорим об этих вещах, но это все это как бы это подрелигиозные, субрелигиозные принципы. Sub-religious principles do not in and of themselves make one religious or Krishna conscious. То есть вот эти вот подрелигиозные, субрелигиозные принципы, они еще не делают человека сознающим Кришну, не приводят его к преданному служению. On the other hand, without following these basic sub-religious principles, one cannot properly act on the fully religious or Krishna conscious platform. Но с другой стороны, не следуя этим субрелигиозным принципам, человек не может действовать на платформе сознания Кришны, на религиозном уровне. That's why I'm saying it's going to be very difficult to convince the people of the world that we have a better way of life for them in Krishna consciousness if we can't, if our grihastas can't even live together in an equable state. Я уже говорил о том, что нам очень трудно будет убедить людей в совершенстве сознания Кришны, привлечь их к сознанию Кришны, если наши грехастхи, преданные, не могут даже мирно уживаться друг с другом. Then, next question. I'll read it in English. Why try and put this in English. Why are many things like watching TV and sports, why have such things been introduced to the ISKCON devotees nowadays and not corrected or stopped by our leaders? We all know perfectly well that such nonsense things were not tolerated by Srila Prabhupada. We see it as a common practice even among temple devotees. And I can't... Anyway, that's the gist of the question. Почему не была остановлена практика просмотра телевидения или занятий спортом среди преданных? То есть многие преданные сейчас, даже живущие в храме, за ним делают это, хотя мы все знаем, что Шрила Прабхупада это не одобрял и запрещал это. Почему? То есть в свое время старшие преданные не положили этому конец. Here it's stated, we all know perfectly well that such nonsense was not tolerated by Srila Prabhupada, and it's not that everyone does know perfectly well. Здесь говорится, что все мы ясно знаем, что Шрила Прабхупада никогда не терпел этих глупостей. Но на самом деле, то есть не все так всем понятно на самом деле. Некоторые этого не понимают. Not everyone who comes to the Krishna consciousness movement is aware of
even many of the basic things that Srila Prabhupada taught. Не каждый, кто приходит к сознанию Кришны, принимает сознание Кришны, тут же узнает все то, чему учил Шрила Прабхупада. And there's even a kind of preaching in certain sections of our movement to new people who come that it's all right, you can chant Hare Krishna and also watch TV and all these things. И также правда, что некоторая часть преданных проповедует таким образом людям, которые приходят в контакт с сознанием Кришны, что да, просто повторяйте Харе Кришна, при этом вы можете делать что угодно, смотреть телевизор и так далее. Of course, when someone newly comes to Krishna consciousness, the first thing, we don't tell them the first thing that you have to throw out your TV. We tell them chant Hare Krishna, add Krishna to your life. Безусловно, когда человек только познакомился с сознанием Кришны, мы не говорим, что он должен, первое дело, что он должен сделать, это выбросить телевизор. Первое, что мы говорим, что он должен сделать, это начать повторять Харе Кришна. But when we see that someone's gradually becoming serious about Krishna consciousness, then we have to teach them what are the practices favorable for advancing in devotion and which are not. Но если мы видим, что человек всерьез относится к сознанию Кришны, то тогда мы должны научить его, что является для него благоприятным в сознании Кришны, а что нет. Why are things not corrected or stopped by our leaders? Так, почему лидеры нашего движения в свое время не положили конец этой практике? Well, it's not likely that our leaders are going to walk, make a tour of different grihastas' homes at 7 o'clock in the evening and see what you're doing. Но не следует ожидать, что лидеры нашего общества саньяси будут делать рейд на квартиры грихастх в 7 часов вечера и будут проверять, смотрят ли они телевизор или нет. But certainly there should be preaching against these things. Но, безусловно, нужно проповедовать о том, что это недопустимо. Grihastha devotees, they have a license for sense gratification. Преданные грихастхи имеют, так сказать, лицензию некую на чувственное наслаждение. But as I was explaining, license means that you have you're authorized to do something, but within limits. Но эта лицензия, она не поощряет эти удовольствия, наслаждения, а ограничивает их. One has to have a license before he's allowed to drive, because driving is dangerous. Для того, чтобы сесть за руль, человек должен иметь водительские права, поскольку вождение в автомобиле связано с риском. You have to know the rules and strictly follow them, otherwise you're not allowed to drive. Your license, you're not given a license. Водитель должен знать правила дорожного движения, иначе ему не дадут права. So in the same way, one is by being religiously married, one is given a license for very limited sense gratification. Точно так же человеку, который вступает в религиозный брак, в соответствии с религиозными принципами, ему даются эти права, так сказать, права, которые ограничивают его чувственное наслаждение. And the grihastha has more liberty than a brahmachari. У грихастхи, безусловно, больше свобод, у него больше независимости, чем у брахмачари. But he's given the license because he's supposed to be responsible and not misuse that. Но ему дается это право, потому что ожидается, что он будет ответственным и что он не использует ее превратно. Temple devotees watching TV, that should be wholesale stopped. Если преданные, живущие в храме, смотрят телевизор, это недопустимо. Этому нужно тут же положить конец. Not using Krishna's money and Krishna's facilities for anti-devotional activities. Нельзя использовать деньги Кришны и средства, которые предоставляет сознание Кришны для своих чувственных наслаждений. Of course, there are Krishna conscious videos. Конечно, есть фильмы в сознании Кришны. But watching movies and regular kami movies and all this kind of thing obviously is nonsense. Но просмотр кармических фильмов, безусловно, недопустим. We should encourage devotees to come, join the kirtan and get a taste for Krishna bhakti. Мы должны вдохновлять преданных, чтобы они приходили на киртан, участвовали в киртане, чтобы они развивали вкус к деятельности в сознании Кришны, в преданном служении. Okay, one more, then we'll finish.
Какая главная причина, почему ведическая культура деградировала в современной Индии? И почему индусы так легко отказываются от своей культуры? What's the main reason for the degradation of Vedic culture in modern India? And what is the reason for most Hindus to so easily reject their culture? There are many reasons. Тому есть много причин. I've examined them all in a book which I've written. Я проанализировал всех их в своей книге, called A Message to the Youth of India. которая называется «Послание молодежи Индии». So, if you can understand English, you can read that. It's not a simple, and there's no simple answer. There are many reasons. Эта книга доступна на английском, если вы знаете английский, можете прочитать. Но как бы нет простого ответа на этот вопрос. Есть много причин тому. Okay, my time's more or less up. I have to finish now. Время, к сожалению, мое подошло к концу. Я должен заканчивать. Yeah, but I want to go to the bathroom and then go to Arti. So, sorry. Харе Кришна. It's a very, like I say, it's so many points. Прошу прощения за то, что не ответил на вопросы многие, но это очень обширная тема, как я говорил. Again, I would urge those of you who don't have this book, this Glimpses of Traditional Indian Life, to get that and read it. Опять же, я хотел, так сказать, вдохновить тех из вас, у кого нет этой книги, «Взгляд на традиционную Индию», приобрести и прочитать. And read Prabhupada's books every day. Также каждый день, пожалуйста, читайте книги Прабхупады. Hare Krishna. His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. What to do? You can keep them just in case there's some. Unlike, maybe I could answer them. I don't know. There's no time. What to do? Maybe. Где бы то ни было. Dveshaha, object of envy. Предмет ненависти. Cha, and. И. Yasmin, unto him. Ему. Vishama, partiality. Пристрастность. Matihi, conception. Представлениями. Nirnam, of the people. Людей. Translation. O Lord, no one can understand your transcendental pastimes which appear to be human and so are misleading. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial. Перевод. О Господь, никто не может понять Твои трансцендентные игры, которые кажутся развлечениями человека и способны ввести в заблуждение кого угодно. Ты никому не питаешь ни особого пристрастия, ни неприязни. Людям только кажется, что ты пристрастен. Purport. The Lord's mercy upon the fallen souls is equally distributed. Господь одинаково одаряет милостью все падшие души. He has no one as the specific object of hostility. Он никому не испытывает особой неприязни. The very conception of the personality of Godhead as a human being is misleading. Представление о личности Бога, как о человеческом существе, вводит в заблуждение. His pastimes appear to be exactly like a human being's, but actually they are transcendental and without any tinge of material contamination. Его игры только кажутся развлечениями человека, но на самом деле они трансцендентны и не имеют ни малейшей примеси материальной скверны. He is undoubtedly known as partial to his pure devotees,
but in fact he is never partial, as much as the sun is never partial to anyone. Конечно, известно, что он особенно благосклонен к своим чистым преданным, но на самом деле он беспристрастен ко всем, так же, как беспристрастно солнце. By utilizing the sun rays, sometimes even the stones become valuable, whereas a blind man cannot see the sun, although there are enough sun rays before him. Впитывая солнечные лучи, иногда даже камни становятся драгоценными, но слепой не способен видеть солнце, хотя на него падает достаточно солнечного света. Darkness and light are two opposite conceptions, but this does not mean that the sun is partial in distributing its rays. Свет и тьма – противоположные понятия, но это не означает, что солнце с пристрастием распространяет свои лучи. The sun rays are open to everyone, but the capacities of the receptacles differ. Они доступны каждому, но способность воспринимать их у всех разная. Foolish people think that devotional service is flattering the Lord to get special mercy. Глупые люди полагают, что преданное служение – это способ польстить Господу, домогаясь Его особой милости. Factually, the pure devotees who are engaged in the transcendental loving service of the Lord are not a mercantile community. На самом же деле Его чистые преданные, занятые трансцендентным любовным служением Ему, не торговцы. A mercantile house renders service to someone in exchange for values. Торговая фирма оказывает услуги за деньги. The pure devotee does not render service unto the Lord for such exchange, and therefore the full mercy of the Lord is open for him. Чистый же преданный служит Господу не ради этого, и потому может получить всю Его милость. Suffering men, needy men, inquisitive persons or philosophers make temporary connections with the Lord to serve a particular purpose. Страждущие, нуждающиеся, любознательные и философы вступают во временную связь с Господом, чтобы добиться определенной цели. When the purpose is served, there is no more relation with the Lord. Когда же цель достигнута, их отношения с Господом прерываются. A suffering man, if he is pious at all, prays to the Lord for his recovery. Страдающий человек, если он хоть сколько-нибудь благочестив, молит Господа об исцелении. But as soon as the recovery is over, in most cases the suffering man no longer cares to keep any connection with the Lord. Но как только он выздоравливает, то, как правило, ему уже нет дела до отношений со Всевышним. The mercy of the Lord is open for him, but he is reluctant to receive it. Милость Господа по-прежнему доступна ему, но он не хочет получить ее. That is the difference between a pure devotee and a mixed devotee. В этом заключается разница между чистым преданным и тем, чье преданное служение не свободно от примесей. Those who are completely against the service of the Lord are considered to be in abject darkness. Those who ask for the Lord's favor only at the time of necessity are partial recipients of the mercy of the Lord. And those who are 100% engaged in the service of the Lord are full recipients of the mercy of the Lord. Считается, что те, кто полностью отвергает служение Господу, пребывают в кромешной тьме. Те, кто просит Господа о милости только когда испытывает в ней нужду, частично принимают Его милость. Те же, кто целиком занят служением Господу, получают ее в полной мере. Such partiality in receiving the Lord's mercy is relative to the recipient, and it is not due to the partiality of the all-merciful Lord. Принять или не принять милость Господа зависит только от живого существа. Дело тут не в предвзятости всемилостивого Господа. When the Lord descends on this material world by His all-merciful energy, He plays like a human being, and therefore it appears that the Lord is partial to His devotees only, but that is not a fact. Когда Господь посредством своей всемилостивой энергии нисходит в этот материальный мир, Он играет роль человека, и поэтому кажется, что Он питает особое пристрастие только к своим преданным, но фактически это не так. Despite such apparent manifestation of partiality, His mercy is equally distributed. Несмотря на кажущиеся проявления предвзятости, Он распространяет свою милость равномерно. In the battlefield of Kurukshetra, all persons who died in the fight before the presence of the Lord got salvation without the necessary qualifications, because death before the presence of the Lord purifies the passing soul from the effects of all sins, and therefore the dying man gets a place somewhere in the transcendental abode. В битве на Курукшетре все, кто погиб в сражении в присутствии Господа, получили освобождение, даже если были недостойны Его, потому что смерть в присутствии Господа очищает отходящую душу от последствий всех ее грехов, и умирающий получает место в трансцендентной обители. Somehow or other, if someone puts himself open in the sun rays,
he is sure to get the requisite benefit both by heat and by ultraviolet rays. Так или иначе, если подставить себя солнечным лучам, их тепло и ультрафиолет непременно принесут пользу. Therefore, the conclusion is that the Lord is never partial. Из вышесказанного следует, что Господь никогда не относится предвзято к кому бы то ни было. It is wrong for the people in general to think of him as partial. Считать его пристрастным – это заблуждение, свойственное большинству людей. Navedakaschid bhagavans chikirshitam tave hamanasjanarnang vidambanam nayasya kaschid taitostikar hichit dveshyas chayasmin vishamamatirnam. Om agyanatimirandhasya gyananjanashalakaya chakshurun militam yena tasmai Shri Gurave Namaha Vandeham Shri Guru Shriyata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kunti Devi is offering her prayers to Krishna. Кунти Деви возносит свои молитвы Кришне. Krishna is both her nephew and her worshipable Lord, her object of greatest love. Кришна одновременно приходится ей племянником и объектом ее поклонения. As Devamrit Maharaj was explaining, her prayers are full of philosophical knowledge, tattva gyan, and also full of the sweetness of rasa. Как объяснял Девамрита Махарадж, в этих молитвах содержится не только татва-гьян, трансцендентные знания, но они также исполнены расы. These two are not unrelated, they're intimately related. И эти две составляющие, они связаны друг с другом. There's no understanding of rasa without, first of all, understanding the basic philosophy of Krishna consciousness. Невозможно постичь предмет расы без понимания основ философии сознания Кришны. Siddhanta balaya chitte nakaraha alash eha hoite krishne lage surira manosh. As Krishnadas Kaviraj Goswami advises that we should not be lazy in the matter of understanding philosophical truths about Krishna. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит о том, что мы не должны проявлять лень по отношению к изучению философии сознания Кришны. Because by doing so, by applying one's mind to understand this philosophy, then one's mind becomes very strongly attached to Krishna. Поскольку если мы занимаем свой ум философией сознания Кришны, тогда наш ум очень сильно привязывается к Кришне. Now, in this verse, and particularly in the purport, Vedvyas is quoting Kunti Devi, and Prabhupada is explaining one common theological error. В этом тексте, в этом комментарии Ведавьяса цитирует молитвы Кунти Деви и указывают на одно теологическое заблуждение распространенное. People in general, at least those among them who theoretically accept the existence of God, often consider him to be partial. Большинство людей, которые признают Господа, считают его предвзятым. And indeed, some of the great religions of the world are based on the misconception that the Lord is partial. И в основе доктрин основных религий в материальном мире лежит вот это представление о предвзятости Господа. Particularly Judaism is based on the belief that God likes the Jews, they are the chosen people, He likes them more than others. Например, иудаизм основан на представлении о том, что Бог избрал иудеев или евреев, и о том, что Он любит их больше, чем другие народы, что это богоизбранный народ. And a misconception that was very wide in India, at least previously, is that the Brahmanas, those born in the Brahmana caste, they are closer to God by virtue of their birth. И также прежде в Индии существовало такое заблуждение, что браманы в силу своего рождения находятся
ближе к Господу, чем все остальные люди. Indeed, Krishna is known as Brahmanya Dev, or the god of the Brahmanas, or the one who is inclined towards the Brahmanas. Действительно, Кришну называют Браманья Дева, то есть бог браманов, или тот, кто испытывает особую благосклонность, проявляет особую благосклонность по отношению к браманам. But what exactly it is, what is the quality of a Brahmana that makes him dear to the Lord, is misunderstood by those who think that it is simply by their birth. Но на самом деле Господь, так сказать, благосклонен к браманам не просто по принципу рождения, а вследствие их благочестивых качеств. So is God partial? Итак, пристрастен ли Господь на самом деле? God loves America. Бог полюбил Америку. It would seem to be like that. На первый взгляд кажется, что это так. At least everyone else seems to love America. At least they want to be like that. По крайней мере, все остальные полюбили Америку, по крайней мере, хотят, чтобы они жили так, как в Америке. We see at least at the present time, America is the most powerful, technologically advanced, wealthy, etc., etc., etc. country. Люди видят, что Америка в данный момент является самой передовой, самой развитой, самой продвинутой в экономическом и других отношениях страной. Does this mean God loves the Americans more than the Lithuanians? Это что означает, что Бог любит больше американцев, чем литовцев? This point can be understood by understanding the Vedic knowledge. Для того, чтобы понять эту истину, нужно понять ведическое знание. Bhagavad Tattva Vigyan, scientific knowledge of the existence of the Supreme Lord. Нужно обрести Бхагават Таттва Викьяну, научное знание о бытии Господа. Superficially, if we look and we'll see, it may seem that, well, God likes the Americans. На первый взгляд может показаться, что да, действительно, Господь любит именно американцев. But we understand from Vedic knowledge that Purusha Sukha Dukhanam Bhoktritve Hetu Ruchyate, from Krishna says in Bhagavad Gita, that every living being in this material world, they are themselves responsible for their own happiness and distress. Но Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что каждое живое существо само отвечает, несет ответственность за свои страдания и свои удовольствия, которые оно испытывает. Swakarma phala bhukpuman. Everyone is getting the results of their own karmic activities. Поскольку каждый получает последствия своей кармической деятельности. So someone who is born in America, generally it may be that they're getting some better karmic result than someone who's born in Lithuania, as a generalization. Возможно, тот, кто рождается в Америке, имеет, так сказать, более благочестивую карму, более благочестивые последствия своей деятельности, чем тот, кто рождается в Литве. In the case of the Pandavas, who of course Kundi Devi was the mother, it would appear that Krishna was not very merciful to them. Superficially it could appear so. Что касается пандавов, сыновей Кунти-деви, на первый взгляд может показаться, что Кришна не питал к ним особой благосклонности. Because their life was full of trouble from beginning to end. Поскольку с самого начала их жизни их преследовали какие-то проблемы, они постоянно испытывали беспокойство. Generally people think that the blessing of God is manifested in material prosperity. Обычно люди думают, что благословение Господа – это материальное процветание и благополучие. And again, a major branch of the most widespread religion in this world, namely the Protestant faith, it's very common in that faith to think that the sign of God's mercy on someone is that he has lots of money. И в одной из наиболее распространенных религий в наше время, протестантизме, люди, последователи этой религии, думают, что как раз благословение Господа заключается в том, что у человека появляется очень много денег. There was a church, I don't know if it went bankrupt now, but it was called the Prosperity Church, based in Atlanta, Georgia. Не знаю, что сейчас с этой церковью. Georgia, America, not Georgia.
Russia. Но в свое время существовала такая протестантская церковь процветания, так называемая, которая базировалась в Атланте, штата Джорджия, США. In which the faithful would drive up in their BMWs, or the new initiates would drive up in their beaten up old Fords or whatever, and the older ones would come up in their BMWs and preach that, yes, I believe in God. God blesses. God blessed me. Now I'm driving a BMW. И последователи, уже такие с опытом, со стажем этой церкви, они приезжали в эту церковь на своих BMW, и они проповедовали новообращенным членам этой церкви, которые приезжали в эту церковь на своих стареньких подержанных машинах, что Господь благословил нас, Господь благословляет нас, и Он благословил меня, поэтому я теперь езжу на BMW. So it's generally considered that the mercy of God is manifest thus in Janmaishvarya Shruta Shri, in good birth, money, good intelligence and bodily beauty. Обычно люди считают, что Господь проявляет свою благосклонность к человеку, и она выражается в следующих вещах. Это в хорошем рождении, в хорошем образовании, то есть в хорошем рождении, богатстве, в высоком разуме и телесной красоте. Materialistic people who are edamana madah puman, who are bewildered by such things, they think that the purpose of life is sense gratification. Обычные люди сбиты с толку этими вещами, поскольку считают, что цель жизни — чувственные наслаждения. And if there is a God, well, He's all-powerful, so His job is to favor benediction, shower benedictions upon me. Поэтому они думают, что если Бог есть, то Он должен давать свои благословения, которые вот выражаются в этих материальных вещах. God is our loving Father, so He should want us to be happy. So He should put a lot of money into my bank account. That will make me happy. Господь наш любящий Отец, поэтому Он должен позаботиться о моем счастье. Он должен положить ко мне в карман или на мой банковский счет кругленькую сумму. And if He doesn't, well, that's proof there's no God. А если Он этого не делает, это доказывает то, что Бога нет. People say that, well, if there's God, then why is there suffering in the world? Люди спрашивают, если есть Бог, почему люди страдают в этом мире? If he really loved us, He would remove all the suffering. Если бы Бог действительно нас любил, Он бы тогда избавил нас от всех страданий. So on the superficial level, this may appear to be true. На первый взгляд это кажется справедливым, такое утверждение. Actually, Yudhishthira Maharaj was the one who asked, we find in Bhagavatam, he asked Krishna, what is the sign of someone who has got your mercy? Юдхиштхира Махарадж на самом деле спросил однажды Кришну, как распознать человека, который обрел твою милость. He might have been wondering, well, what do we have to do to get your mercy? То есть, иными словами, он хотел узнать, каким образом человек может обрести эту милость Кришны. And he might have been wondering for the benefit of others also. И он задавал этот вопрос, чтобы принести благо и другим людям. That if we tell, well, if you become Krishna conscious, then you might be, you can become like Maharaj Yudhishthira. Потому что если человек, мы можем говорить людям, что если они примут сознание Кришны, то они уподобятся Махараджи Юдхиштхире. People think, well, I don't want to be like that. Кто-то скажет, ну, я не хочу быть таким, как он. From the very beginning of his life, he only had problems. Поскольку с самого начала его жизни проблемы преследовали его одна за другой. Bhim was fed the poisoned cake. Бхиму пытались отравить, накормив его отравленным пирогом. Then Duryodhana and company tried to burn their whole family alive. Потом Дурьодхана со своими сообщниками попытались сжечь все семейство. They were wandering in the jungle, and the Hidimba Rakshas wanted to eat them. Они бежали оттуда, блуждали по дремучему лесу и встретили Хидимбу, который хотел всех их сожрать. They were humiliated in the Asat Sabha, the gathering of Duryodhana and his party, in the gambling match. Пандавы были унижены в Асат-Сабхе, где собрались Дурьодхана, его сообщники. Вот произошла игра в кости. And suddenly, from being in the position of emperors of the world, they were just beggars wandering in the forest. И, так сказать, они лишились своего положения императоров всего мира
и стали простыми нищими странниками, блуждающими по лесам и долам. So you may think, well, if this is what you get for being a devotee, people may think, well, I don't want to be a devotee. Люди могут подумать, ну, если такова участь преданного, то я не хочу становиться преданным Кришне, мне это не нужно. So Yudhishthira Maharaj asked Krishna, what is the sign that someone has got your mercy? Поэтому Махарадж Юдхиштира спросил Кришну, как распознать человека, который получил твою милость, Кришна? And Krishna answered to confirm that Yudhishthira Maharaj actually had Krishna's mercy. И Кришна подтвердил, что Махарадж Юдхиштира действительно обрел его милость. Yasyaham anugrahanami harishe taddanam shunai. Krishna says, whoever I'm very merciful to, I take all their money away. Кришна сказал, тот, кому я проявляю свою особую благосклонность, особую милость, того я лишаю всех его богатств. Which is exactly the opposite of what a materialistic person thinks that God should be doing. То есть это абсолютно противоположно представлениям людей, которые ожидают от Господа обратное. Here Kunti Devi uses the word virammaram. It is bewildering how you act. Поэтому Кунти Деви говорит, что деяния Господа, они вводят людей в заблуждение и сбивают их с толку. She's specifically referring to the pastimes of Krishna. Она имеет в виду прежде всего игры Кришны. Which she will elaborate upon in the next few verses. В последующих текстах она более подробно будет говорить о них. How Krishna, who is feared by fear personified, himself runs in fear from seeing the stick of Mother Yashoda. Она будет говорить, как Кришна, которого боится сам страх, в ужасе, в страхе, со слезами на глазах бежит от матери Яшоды, которая гонится за ним с палкой в руках. The whole world fears Krishna, and Krishna fears some cowherd woman. Весь мир боится Кришну, а Кришна боится какую-то женщину-пастушку. This is paradoxical, bewildering. Это парадокс, это сбивает с толку. Everything about Krishna is paradoxical or apparently contradictory and bewildering. И на первый взгляд все, что связано с Кришной, противоречиво и сбивает с толку. He is so great that all the universes emanate from the pores of his body. Он настолько велик, что все вселенные исходят из пор на его теле. He is so small that he enters within every atom. И он настолько мал, что входит в каждый атом. He is so kind that he delivers his devotees from the ocean of birth and death. И он настолько милостив, что он освобождает, спасает своих преданных из океана повторяющихся рождений и смертей. But he is apparently so cruel that he slaughters the demons. И одновременно с этим он так жестоко наказывает демонов. And even to those is supposed to be most kind to, he appears to be most cruel by leaving them without his association. И даже к тем, кому он должен был испытывать особую любовь и привязанность и благосклонность, он на первый взгляд жестоко очень поступает с ними, бросает их и лишает их своего общения. So this point of Krishna's impartiality is being discussed here, another bewildering feature of his personality. Итак, здесь описывается одна из черт Господа беспристрастности. Эта черта одна из многих черт, которые вводят людей в заблуждение. It is not possible to fully understand Krishna. Полностью постичь Кришну невозможно. It's not possible to fully understand anyone, not to speak of the Supreme Lord. Вообще постичь кого-либо невозможно, не говоря уже о верховной личности Бога. But devotees, they take great pleasure in hearing and chanting about Krishna and his wonderful characteristics. Но преданным нравится слушать повествования о Кришне и повторять их и обсуждать его трансцендентные качества. And as Kunti Devi comments in these verses, Shrivanti Gayanti Grananti Abhikshnasna, that those who chant and hear about Krishna and who take pleasures in remembering about Krishna, Smaranti, Nandanti, that simply by this process they are relieved from the cycle of birth and death. Кунти Деви в своих молитвах говорит, что преданные, которым нравится слушать, повторять и памятовать о повествованиях, связанных с играми Господа,
они благодаря этой деятельности освобождаются от повторяющихся рождения и смерти. So even Kunti Devi, who is a great pure devotee and in full knowledge of Krishna, expresses that she is bewildered by his personality and pastimes. Сама Кунти Деви, которая, безусловно, обладает совершенным знанием о Кришне, признается в том, что игры Кришны сбивают ее с толку. Krishna is known as Mohan, or one who bewilders others. Кришну называют Махан, тот, кто вводит других в заблуждение. He is Madan Mohan. Он Мадан Махан. Madan means he who bewilders everyone in this world by his flower arrows of lust. Маданом называют того, кто вводит всех обитателей Вселенной в заблуждение, пуская в них стрелы из цветов. But he who bewilders the world is bewildered by the beauty of Krishna. Но тот, кто вводит в заблуждение весь мир, сам сбит с толку Кришной. Krishna is also Vraja Mohan. Кришна называет также Враджа Маханом. In Vrajadham, Vrindavan Dham, no one is bewildered by Maya or the charming potency of this material world. Ни один из обитателей Враджадхамы не попадает под действие иллюзорной энергии, иллюзорной материальной энергии. But everyone is charmed and bewildered by the beauty and personality of Krishna. Но все они попадают под влияние то есть, красоты Кришны. So this specific point, getting back to that, about Krishna's apparent partiality, this appears to be a fault in the personality of God. Так вот эта черта, беспристрастность, которая сбивает людей с толку, и люди начинают воспринимать эту черту Кришны как недостаток. If God is partial to some simply out of a sense of personal like or dislike, then that is a materially contaminated quality. Люди думают, что если Господь испытывает пристрастность кому-либо только в силу так сказать, того, что человек ему нравится или не нравится, то это материальное качество, недостойное Верховного Господа. Persons who are envious of Krishna always try to ascribe material qualities to him. Люди, которые завидуют Кришне, они всегда пытаются приписать ему материальные качества. There are many demoniac so-called scholars who make comments about Krishna. Есть много так называемых ученых, демоничных ученых, которые пишут свои They make adverse comments about Krishna. которые делают свои какие-то комментарии, измышления дают о Кришне. That he is immoral. Говорят о том, что он аморален. That he's a liar, a cheat, and so many things. То, что он обманщик, то, что он вор и так далее. Actually, from the transcendental viewpoint, he is all these things and still perfect. С духовной точки зрения, действительно, он делает все эти вещи, но тем не менее, он остается при этом совершенным. But from the materialist viewpoint, they want to present Krishna as being a materially infected person, and not only that, but a person of character less than themselves. Но эти люди хотят низвести Кришну на материальный уровень и показать, как бы доказать, что эти качества материальны, и таким образом Кришна занимает более низшее положение даже, чем они сами. Krishna addresses this topic of his apparent partiality when speaking to Arjuna in Bhagavad Gita. Кришна также говорит о своей беспристрастности, когда беседует с Арджуной в Бхагавад-гите. Samoham sarvabhuteshu name dveshu stinapriyaha ye bhajanti tumam bhaktya mayate teshu chapyaham. Krishna says, I am equal to all. Кришна говорит, я равно отношусь ко всем. I neither particularly hate anyone nor particularly love anyone. Я не испытываю никому особой неприязни или ненависти, также я не испытываю какой-то особой любви к кому-либо. And then in the next breath, Krishna apparently contradicts himself. Но уже следующим своим изречением Кришна на первый взгляд противоречит своим словам. Krishna says, but those who worship me in devotion, I am particularly inclined to them. Поскольку он говорит, но к тем, кто поклоняется мне с любовью и преданностью,
я испытываю особую благосклонность. This appears to be a contradiction. И на первый взгляд это кажется противоречием. But it's not. Но это не является таковым. Because Krishna does not close the door of bhakti to everyone is welcome to come to bhakti. Поскольку Кришна держит дверь, так сказать, врата бхакти открытыми для каждого. Каждый может войти в эти врата. That Krishna also states in Bhagavad Gita. Об этом Кришна тоже говорит в Бхагавад-гите. Mam hi patavya pashritya yepi syu papayoneyaha striyo vaishyas tata shudras tepi yanti param gatim. O son of Pritha, even those of lower birth, women, Vaishyas and Shudras, if they worship me, they can attain the supreme abode, they can come to me. Кришна говорит, о сын Притхи, даже люди, имеющие низкое рождение, вайши, шудры и женщины, если они поклоняются мне с любовью, они могут достичь меня. So everyone is welcome to take to bhakti. There is no material obstruction to taking to bhakti. Каждый может встать на путь преданного служения. Здесь нет никаких материальных преград. It might be expected that those of a more pious background would take to bhakti, as Krishna himself indicates in Bhagavad Gita. Конечно, более благочестивые люди с большей готовностью и охотой встают на этот путь. Это Кришна сам говорит об этом в Бхагавад-гите. Yeshang tvantagatam papang jananang punyakarmanam te dvandva moha nirmukta bhajanti mang drudavrataha. Krishna says that persons who are free from sinful activities, Кришна говорит, люди, которые освободились от последствий своей греховной деятельности and who are engaged in pious activities, и которые занимаются благочестивой деятельностью, and who are freed from the delusions of duality, а также избавились от иллюзорной двойственности, such persons, they can engage in my devotional service with great strength, with a great determination. Такие люди начинают с большой решимостью практиковать преданное служение. So it may be expected that highly elevated persons will take to Krishna consciousness more easily. Поэтому, естественно, более возвышенные личности, они гораздо легче будут принимать преданное служение, сознание Кришны. King puna brahmana punya bhaktara jasyastato anityam asukam lokam imam prapya bhajasvamam. Krishna, after saying that even those who are low-born, they can take to bhakti, says, then what to speak of the pious kings and brahmanas who in this material world take to my devotional service. И сказав о том, что даже люди, имеющие низкое рождение, могут легко достичь его, занимаясь преданным служением, он говорит, что тогда говорить о праведных царях и благочестивых браманов, которые занимаются преданным служением. But whoever we may be or whatever position we are in, the same formula is open to everyone. Но на самом деле, независимо от нашего положения, эта формула применима ко всем, она универсальна. Manmana bhavamad bhakto madhyaji mang namaskuru mame vaishis yuktvaivam atmanang matparayanaha. Krishna says that, think of me, become my devotee, worship me, bow down to me, in this way you'll come to me. И эта формула заключается вот в этих словах Кришны, где он призывает нам постоянно думать о нем, поклоняться ему, служить ему с любовью и преданностью. И таким образом он говорит, вы достигнете меня. So Krishna, in his general feature, he is neutral. Поэтому, в общем, то есть Кришна, он беспристрастен, он нейтрален. As the Paramatma in everyone's heart, he is Upadrashtanumantacha. He is the witnesser of everyone's activities, and he allows, according to people's different karmas, he allows them to perform various activities. Как Параматма, пребывающий в сердце каждого живого существа, он является свидетелем действий каждого живого существа, а также тем, кто позволяет этим действиям иметь место. But as the Paramatma, he's always trying to guide his friend, the conditioned soul, to turn towards him. Параматма действует как лучший друг живого существа. Она всегда пытается наставить его на путь истины, чтобы живое существо повернулось опять к Кришне. And in his loving feature, his original feature as Krishna, he reciprocates with those conditioned souls who turn to him in bhakti yoga, in love. Но в своей изначальной форме, в облике Кришны, Господь отвечает тем живым существам, отвечает им любовью на их любовь.
So Krishna, he's willing to accept the love of anybody and everybody. Поэтому Кришна готов принять любовь каждого. And those who do turn to him in bhakti, Krishna certainly takes special care of them. И те, кто начинают ему служить преданно Кришне, о тех он начинает особо заботиться. Mahatma anastumang partha daiving prakritim ashritaha. Those who are devotees, they're under the protection of Krishna's internal energy. Преданные Господа находятся под присмотром, под влиянием его внутренней энергии. So Krishna certainly takes care of his devotees more than non-devotees, or in a special way through his internal energy. Конечно, Кришна заботится больше о своих преданных, чем о непреданных. По крайней мере, он делает это посредством своей внутренней энергии. But this is not partiality, because everyone is open to and welcome to come to devotional service. Но это нельзя назвать пристрастностью, потому что преданное служение доступно и открыто для каждого. Каждый может встать на этот путь. But then how does Krishna care for his devotees? Но как же Кришна, в чем заключается благосклонность Кришне к его преданным? If he takes everything away from them, then how is he looking after them? Разве можно назвать благосклонностью то, что он лишает их всего, чем они обладают? One has to be a devotee to understand this. Чтобы понять это, нужно быть преданным. As Kunti Devi has explained, Krishna is akinchana gochara. He is available or understandable to persons who have nothing left in this material world. No material attachments. Кунти Деви объясняет этот момент. Она говорит, что кинча называет акинчана гочара. Он дорог тем, кто не имеет ничего в этом материальном мире. So by taking everything away from a devotee, that means that Krishna wants to end their material attachment so they can become fully attached to him. Поэтому, когда Кришна лишает человека всех этих материальных вещей, которые ему принадлежат, это означает то, что он хочет, чтобы освободить преданного от материальных привязанностей и хочет, чтобы его привязанность к Кришне стала сильной и непоколебимой. It may not be that Krishna takes everything away from all his devotees. Конечно, не всегда Кришна лишает всех преданных всего, чем они обладают. In the case of Maharaj Yudhishthira, after everything was taken away, then he got back everything with more glory. Например, в случае с Махараджем Юдхиштирой, поначалу он лишился всего, но потом он обрел гораздо больше. In the case of Sudama Vipra, there was really not much to take away from him at all. В случае с Судама Випрой вообще Кришне нечего было особо у него отбирать. He was so poor, he wanted to give something to Krishna, he had to beg some broken rice from his fellow villagers. Судама Випра был настолько бедным, что ему пришлось просить подаяние для того, чтобы сделать Кришне, преподнести ему какой-то подарок. И он просил у своих односельчан вот этот дробленый рис. And rather than taking everything material away from him, which he didn't have anyway, Krishna awarded him material opulence even greater than that of Indra. И Кришна ничего не отобрал у него, хотя и нечего было отбирать. Наоборот, он дал ему такие богатства, которые превосходили богатства Индры. But Sudama Vipra could understand that the real exhibition of the Lord's mercy upon me is that He has bestowed upon me pure devotion to His lotus feet. Но Судама Випра понимал, что благосклонность Господа ко мне выражается прежде всего в том, что Он даровал мне чистую преданность, привязанность к Его лотосным стопам. So the very nature of the Lord's mercy upon the devotee is not at all understandable by materialistic people who take God as their order supplier. Поэтому понять милость Господа по отношению к Его преданным не могут обычные люди, которые считают, что Господь — это просто машина для исполнения их желаний. So this science of God is not understandable by persons who are envious of Krishna. Тот, кто завидует Кришне, не может постичь науку о Боге. So we're all very fortunate by Prabhupada's mercy. По милости Прабхупады мы все очень удачливы. We have the opportunity to understand this subtle science of God, which leads to pure devotion to Krishna. Поскольку у нас есть возможность понять эту тонкую науку о Боге, которая приведет нас к чистой преданности. So, Siddhanta Balya Chitte Nakaraha Alash. We should not be lazy in trying to understand these philosophical conclusions. Поэтому мы не должны быть ленивы в отношении постижения философских доктрин в сознании Кришны. Srila Prabhupada has very kindly given us this
wonderful exposition of the topmost knowledge of love of God in Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада вот в Шримад Бхагаватам представил высшее проявление знания о Боге. So please study Поэтому изучайте, пожалуйста, его. Srila Prabhupada's books. Книги Прабхупады. And as you read again and again and again, you'll find yourself entering deeper and deeper and deeper into the mysteries of understanding Krishna. Читая, перечитывая книги Прабхупады, вы обнаружите, что ваше понимание Кришны углубляется все больше и больше. Every time you read through Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, you'll find there's more and more depths of understanding Krishna. Каждый раз, перечитывая Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам, вы будете видеть, что ваше знание Кришны углубляется все больше и больше. We'll find that there's no limit to understanding Krishna. И мы тогда видим, что на самом деле знание о Кришне безгранично, нет границ ему. You'll find that Krishna is so contradictory that when we think we understood something, then we'll find another angle. Мы увидим, как и начнем видеть какие-то противоречия, и тогда, получив, так сказать, представление с одной стороны, мы увидим, что существует другой угол зрения. And we'll understand that Krishna is truly bewildering. It is not possible to understand him fully. В конечном счете мы поймем, что полностью постичь Кришну невозможно, что его поступки вводят нас в заблуждение. Nevertheless, devotees take great pleasure in hearing and chanting about Krishna. Но тем не менее, преданным очень нравится слушать и рассказывать повествование о Кришне. Not trying to know in the way that academic scholars do. They want to try and understand everything for their intellectual satisfaction. И преданные постигают Кришну не таким образом, как обычные люди постигают какую-то мирскую науку. But knowing more and more about Krishna, because to know him is to love him. Они культивируют знание о Кришне, потому что развивать это знание о нем значит увеличивать свою любовь к нему. Харе Кришна. Any questions? Вопросы? Comments? Комментарии? Sometimes we have heard also the comment based on. You can hear. Start again. Yeah, sometimes we have heard the comment based on Krishna's statement in Bhagavad Gita 10th chapter that where do you need all this detailed knowledge? And sometimes it is said that after we know these basic points that there is Krishna and we should serve him, it's more important to very actively serve Krishna than to go too much philosophizing and studying all the details of the scriptures. So I didn't understand. In the 10th chapter... In the 10th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, what is the need of all this detailed knowledge? Yeah. So, on the basis of this, some devotees say that there's no need to study scripture in detail, just get a basic understanding and serve. В 10 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, какой смысл во всем этом детальном знании, поэтому обо мне, то есть оно безгранично в любом случае. Поэтому некоторые преданные говорят, что зачем пытаться постичь все эти детали, все эти тонкости философии сознания Кришны, достаточно просто постичь какие-то азы, основы и просто служить Кришне. Well, that's one statement of Bhagavad Gita. Это всего лишь одно из, так сказать, одна из шлок Бхагавад-гиты, есть и другие. But there are many other statements also. Есть много других утверждений, which do not contradict this, but help to put this statement in context. Которые не противоречат этому утверждению, но, так сказать, более проясняют его скорее. Such as maya saktamana partha yogam yungjan vadashraya asangshayam samagrang mang yata gyasisi tachtrinu. Krishna says, hear from me, how son of Prita. В частности, в этой шлоке Кришна говорит, слушай обо мне, о сын Притхи. How by practicing yoga in full consciousness of me, как, занимаясь преданным служением, полностью сознавая меня, with mind attached to me, сосредоточив на мне свой ум, you can be free from all doubts. Ты сможешь избавиться от всех сомнений. So, a balanced understanding is required. Нам нужен сбалансированный подход к этому. If one thinks I will simply study and I will understand everything,
then one won't understand anything because his approach is not correct. Если человек думает, что он будет изучать, и тогда все постигнет, то неправильно, он ничего не постигнет, потому что его подход ошибочен. We hear about Krishna to get impetus to serve Krishna, that's true. Мы слушаем о Кришне для того, чтобы вдохновиться, служить Ему, это правда. And the expression of one's understanding of the philosophy of Krishna consciousness will be one's eagerness to engage in the service of Krishna. И признаком того, что человек действительно обретает какое-то знание о Кришне, действительно начинает понимать Его личность, заключается в том, что он с готовностью начинает преданно служить Ему. On the other hand, especially in the neophyte stage, if we don't regularly hear about Krishna, this philosophy, then our consciousness will be again flooded with materialistic thoughts. С другой стороны, если преданные неофиты не слушают регулярно и не изучают эту философию сознания Кришны, то тогда в их умы вновь проникают какие-то материальные мысли и желания. Just like if you don't eat regularly, your body will become weak. So if we don't regularly hear the philosophy of Krishna consciousness, then we'll become spiritually weak. Если человек не ест регулярно, то он начинает слабеть, его тело начинает слабеть. Точно так же, если регулярно мы не изучаем философию сознания Кришны, то мы начинаем слабеть духовно. We have to regularly hear, Krishna is the Supreme Lord, I am His servant. Мы должны регулярно, каждый день, слушать о том, что Кришна — верховная личность Бога, а я Его вечный слуга. He is the enjoyer, I am the enjoyed. Он наслаждающийся, а я объект Его наслаждения. If we don't, then we'll think, why am I sweeping the floor in this temple? All I get is a couple of chapatis. I could be doing the same in a factory and earning more money. В противном случае мы подумаем, что это я тут подметаю полы за какие-то 2 чапати, я лучше буду работать на заводе и зарабатывать много денег. So that is one consideration. Это, так сказать, с одной стороны. Another is that hearing and studying this philosophy of Krishna consciousness is not outside the scope of service to Krishna, it's also part of service to Krishna. С другой стороны, изучение философии сознания Кришны не является отделенным чем-то отличным от служения Ему. Изучение философии сознания Кришны — это часть служения Кришне, составляющая часть. As Krishna says, Matchita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam Katayantas Jamanityam Tushanti Mangramanti Cha. That my devotees, they take great pleasure in discussing about me among themselves. Кришна говорит, что мои преданные с наслаждением рассказывают друг другу повествование обо мне. So discussing the philosophy of Krishna consciousness is also part of Krishna consciousness. It's also pleasing to Krishna that his devotees do so. Обсуждение философии сознания Кришны — это часть сознания Кришны, часть преданного служения, и эта деятельность очень нравится Кришне. So there should be a balance. Neither simply working without any knowledge of Krishna or without trying to understand this philosophy more and more. Поэтому наш подход должен быть сбалансированным. Мы не должны просто трудиться, не изучая эту философию. And neither just study and no seva. И не должны также просто изучать и не заниматься никаким служением практическим. Of course, sometimes devotees they go for Bhakti Shastri courses in which they're studying solidly for a few months. Существуют, конечно, курсы Бхакти Шастры, и преданные там в течение нескольких месяцев серьезно изучают философию сознания Кришны. But that's to fix them in the service attitude. Но цель, предназначение этих курсов Бхакти Шастры позволить преданным утвердиться в своем служении. And to help them so they can preach Krishna consciousness. И дать им возможность проповедовать сознание Кришны. That's another verse, yeah. Please say in the mic. Krishna also says, Raja Vidya, Raja Guryam, Pavitram, even Uttamam, that this knowledge is the king of all knowledge, is the most confidential and the most pure and the highest knowledge. Кришна также говорит, что это знание, это царь всего знания, это самое сокровенное знание и самое чистое из всего знания. So when you become a gopi in Vrindavan, you'll be churning butter and singing about Krishna.
Когда вы станете гопи во Вриндаване, вы будете пахтать молоко и напевать при этом песни о Кришне. You won't be discussing Bhagavad Gita as it is. Вы не будете обсуждать Бхагавад-гиту, как она есть. Although you'll be practically living it, man-mana, always thinking of Krishna. Хотя вы будете, ваша практическая жизнь будет основываться на принципах Бхагавад-гиты. Ман-мана, всегда думать о Кришне. And then the gopis also come with Chaitanya Mahaprabhu and join in his preaching movement and discuss the philosophy of Krishna consciousness. Но те же самые гопи приходят вместе с Кришной, когда он приходит как Господь Чайтанья Махапрабху, и они проповедуют философию сознания Кришны. Actually, yesterday Manida Prabhu was telling me, it's a fairly well-known incident, but it's worth repeating in this context. Вчера Манидар Прабху рассказал мне эту историю, она, в принципе, достаточно известна, но я хотел бы ее, может быть, повторить. 1977, August, Prabhupada, in an apparently very sick state, left Vrindavan and went to London. В августе 1977 года Прабхупада, который находился во Вриндаване уже очень слабом состоянии, он оставил Вриндаван и поехал в Лондон. Devotees from all over Europe came to see Srila Prabhupada. И тогда преданные со всей Европы приехали в Лондон, чтобы повидаться с Прабхупадой. Among whom the German devotees were prominent by their enthusiasm, И bordering on madness. преданные из Германии отличались особым энтузиазмом, который подчас граничил с безумием даже. They were very enthusiastic book distributors. Это были очень воодушевленные распространители книг. And their kirtans were so enthusiastic as to be almost frightening. И их киртаны были настолько исполнены такого энтузиазма, что многие преданные просто боялись принимать в них участие. So it was arranged that they had a darshan with Prabhupada. И было устроено так, что вот эти преданные из Германии должны были получить даршан у Шрилы Прабхупады. And they were expecting that Prabhupada's going to be very pleased you're distributing so many books. И они все уже ожидали, что вот Прабхупада их сейчас будет хвалить за то, что они так много книг распространяют. They all came into Prabhupada's room offering obeisances, almost cracking the floor. Они все зашли в комнату Прабхупады и стали предлагать ему дандаваты так, что пол затрещал под ними. And sat very expectantly around Srila Prabhupada, И они сели так очень самоуверенно вокруг Шрилы Прабхупады. who sat there silently for about 5 minutes. А Шрила Прабхупада просто сидел и молчал целых 5 минут. And then Prabhupada asked that, do you know the philosophy in the books that you are distributing? И после этой паузы Шрила Прабхупада спросил: а вы знаете, в чем философия, которая изложена в этих книгах? And devotees were silent. Преданные молчали. And eventually Prithu Prabhu said, Sarvadhaman Parityajya Mamek. And then Prabhupada asked, what is the meaning? И тогда Притху Прабху сказал: Сарвадарман Паритьяджа. Прабхупада спросил: что это значит? So Prabhupada demonstrated, as he many times said, that these books are not just for distributing, they're meant for reading also. You have to understand the philosophy in these books. Прабхупада часто говорил о том, что эти книги предназначены не только для распространения, что преданные должны знать философию, которая изложена в этих книгах. So please distribute these books Поэтому, and read them also. Пожалуйста, распространяйте эти книги, но не забывайте их читать. This will be very pleasing to Srila Prabhupada. Это доставит Шриле Прабхупаде большое удовольствие. And this will help us, ourselves and others to advance in Krishna consciousness. Это поможет нам самим и другим продвигаться в сознании Кришны. You're also distributing books Вы ведь сами распространяете книги in Finland, в Финляндии. the last bastion. Anyway, other places will revive also. Последний Scandinavia, бастион. Yeah, Devamrita Maharaj, please. Микрофон. As Maharaj has been explaining about your question, I would suggest whoever says that Krishna is saying, what's the use of this detailed knowledge? They should read the chapter a few times. Я бы посоветовал тем преданным или тем людям, которые, так сказать, цитируют вот этот текст, где Кришна говорит, какой смысл вообще во всем этом детальном знании, в том, чтобы они несколько раз перечитали эту главу Бхагавад-гиты. Start in the beginning, where Krishna says, was it Shrinume to Mahabahu? Shrinume paramam vachaha. Yes, listen again. I'm going Bhuya to eva mahabahu. Shrinume paramam vachaha. listen again. And I'm going to tell you
of my glories. And he also says, one who knows in truth this... Yeah, Buddha Bhava Samandita, that Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravadate Iti Matva Bhajante Mam Buddha Bhava Samandita. One of the most famous verses. So in the beginning of the 10th chapter, Krishna is telling Arjuna, I'm going to give you some important knowledge. Listen very closely. В начале 10 главы Бхагавад-гиты Кришна обращается к Арджуне и говорит: «О Арджуна, услышь меня вновь, я поведаю тебе это важное духовное знание». So it's not that Krishna is just wasting his time speaking details that he wants you to forget. То есть Кришна не будет тратить свое время понапрасну для того, чтобы говорить о каких-то деталях, которые все равно потом все забудут. Then the verse that you're quoting, Atava Bahunaitena Kindatena Tavarjuna Vishtabhaham Idam Krishnam Ekam Shena Stato Jagat. Krishna is saying, after he explains all of his variegated opulences, he's saying, not like it's all useless. That's not what he means. И в тексте, который вы процитировали, Кришна произносит его после того, как он рассказал о всех своих проявлениях, в своем великолепии. Но после этого этот текст не означает, что все это бесполезно, все то, о чем я тебе рассказал, это бесполезно и не имеет никакого смысла. Нет, это не так. Это просто он эти слова произносит как бы в таком экстазе. In other words, if you think it's a big thing, what I've explained to you, these variegated details, then just fix your mind on this one thing. То есть он говорит, что если ты думаешь, что как бы это то, что я тебе объяснил, то, что я тебе рассказал, все эти проявления моего величия, это... Fix your mind on this point? Yeah, before that. If you think that all these details of my opulences that I've explained to you are so extraordinary, then I've got something more to tell you. То есть, если ты думаешь, что все проявления этого моего великолепия, величия, это нечто необычное, то сейчас я скажу тебе нечто, так сказать, некую вещь особую. And just that, this one thing more I'm going to tell you, in other words, you can meditate on all your life. И ты сможешь тогда медитировать, думать об этих моих словах всю свою жизнь. Vishtabhyaham idam kritsnam ekam shena stato jagat. With just a fragment of myself, I'm maintaining the whole cosmic manifestation. So try thinking about that. И дальше он говорит, своей частью я пронизываю всю Вселенную. Поэтому думай об этом. So that's the context. То есть вот такой контекст этой шлоки. Not that we don't need to study the detailed knowledge of Krishna. А не так, что не нужно изучать какие-то детали духовного знания. It's one of those many interpretations of scripture which are for actually avoiding Krishna consciousness in the name of Krishna consciousness. То есть иногда такими вот шлоками используются некоторые люди для того, чтобы избежать, так сказать, сознания Кришны, используют их в своих целях. Just one point you mentioned about God loves America and the opulences of America. I have just one very short, interesting Prabhupada said. Что касается вот ваших слов о том, что Бог любит Америку и о достояниях, которые имеют американцы, хотел бы привести небольшую цитату Прабхупады в отношении этого. Our godbrother McConnell asked Prabhupada that, according to McConnell. Thank you. He said, according to the Vedic knowledge, in order for there to be opulence, there has to be yajna. But in the USA, we don't see anybody performing yajna, but there's opulence everywhere. Один из учеников Прабхупады, Макхан, спросил Прабхупаду: мы знаем, что согласно философии сначала должна быть ягья, а уже за ягьей, за жертвоприношением идет процветание, материальное благополучие. Но в Соединенных Штатах Америки мы видим, что ягьи не совершались, но тем не менее везде есть это материальное процветание. So how is it possible that this is going on? No one knows anything about yajna, yet they seem to be rich and successful.
И почему это происходит, как это возможно? Никто не совершает ягью, но в принципе большинство населения процветает в материальном плане. Prabhupada's response was, it will not last. Прабхупада ответил на это, но это процветание недолговечно. It'll be finished very soon. Скоро ему придет конец. I also heard that Prabhupada had said that if they take to the Sankirtan movement, then America can go on leading the world. Также я знаю из изречения Прабхупады, которое он сказал, когда он сказал, что если в Америке будет продолжаться распространяться книги Санкиртана, то Америка может, так сказать, продолжать занимать ведущую роль в мире. He told Prabhupada Maharaj that about Britain, similar thing. То есть он что-то похожее сказал в отношении Великобритании и Прабхавишну Махараджа. That no, he didn't tell you. He said it. You told me that now your empire is finished. Прабхупада сказал как-то, что теперь вашей, то есть британской империи, пришел конец. But never mind, you can again lead the world. Но ничего страшного, она вновь может стать во главе всего мира. If you just take a little advice from me. Если люди, то есть жители этой британской империи, последуют моему совету. So there's hope for Lithuania yet. Поэтому у Литвы есть еще шансы. Become Krishna conscious and lead the world. Если литовцы примут сознание Кришны, то они станут вести весь мир за собой. Харе Кришна. So the next mantra is Sharira Vidyajal. Следующая мантра Шарира Видяджана. Everyone's favorite. Любимая мантра каждого преданного.